Ладно, расслабься, сейчас, я тебе говорю, сейчас выкрутимся, сейчас сделаем. Если не заработает м, трансляция, это хуйня с Ютубом. Другой просто быть не может. Чего не ругайся, будь честным. Так, вот. Привет, ребята, привет всем. А, Наконец-таки мы добрались Хуйня с до Ютубом. Ютуба. Просто быть не может. О, Наконец-таки мы, так, блин, вот. мазафакеры, Привет, здесь ребята, с вами. привет всем. Чиканок, с вами драйвер. Наконец-таки мы Значит, все-таки что-то с рестримом? Значит, что-то все-таки с рестримом. Так, это интересно. Это очень интересно. Ну что, останемся или полезем чинить рестрим? Все работает как бы сейчас. А рестрим устанавливаем, это сейчас как бы все на пробу, к сожалению, или к счастью. Не знаю. Так что, кто сейчас видел, что мы 10 раз начинали трансляцию, извините заранее. Ничего не извините. Мы Так и пытаемся, получайте, я бы сказал. мы пытаемся Получайте. настроить это дело, и это что-то вот сегодня вообще неблагодарно, ничего не работает, и все зависло в каком-то моменте, я не понял почему. Возникли технические сложности очень, ребят, с настройки трансляции. YouTube очень сильно не хотел нас допускать до трансляции. Работал ВКонтакте, работал Twitch, но YouTube почему-то не хотел вообще никак подключаться. А вот решили убрать костыли в виде рестрима и просто напрямую залетели, ворвались в YouTube. Вот, и теперь вы можете нас любить, как говорится, и жаловать, ребят. Всем привет. Да, мы, наверное, так это все и оставим, пока будем именно сегодня вот так проводить этот вот стрим. Сейчас я уже думаю, рестрим включать смысла нету, да? Теперь уже ничего не получится. Мы уже... Ну, мы решим этот вопрос, но как-нибудь в другой раз. Да, Ребят, всем привет, кто завтра со присоединился. свежей головой обязательно там включить. Просто вот какой-то настройки в голове, тема отошли, какое-то отчаяние, непонятно, что такое. Ничего мы не отчаялись, мы Что, бились как вы. Не слушайте драйвера, нет, слушайте драйвера, подписывайтесь на канал, да, ставьте лайки, конечно же, вот. что произошло, непонятно вообще. Как так? Чат собаки здорово, кто пришел на трансляцию, кто не здоровается. Всем огромный привет, ребята. Вы чё? Так, я сейчас пока еще только состав. Сейчас мы это все исправим. Так, чат. Но все равно, ребята, нам аплодисменты, мы бойцы, мы победили, потому что драйвер сказал, русские не сдаются, и мне пришла идея, что надо, блядь, делать, короче, делать как можем, вот, и нам аплодисменты. Да. Вот. Так, я сейчас вот это вот надо будет мне построить чат есть. Не рестримами, блин, это ебал, конечно, в бане сиськи иметь, это, конечно, не то, ребят. Да, я вот Не сейчас то. вот так вот перескочу. Вот он, красавчик, вот он, самый Да, наикрасивейший человек на планете. топ-модель. Поприветствуем его, поприветствуем. Так вот прячусь. И теперь буду в углу. Я постоянно с Веном говорю, теперь туда смотреть. Теперь я буду вот. А чуть ты там двоишься? Ну, говоришь. Ты нормально троишься теперь. Я вижу. Я не понимаю, почему. Тебя в 3 раза больше, а хорошего человека должно быть в 3 раза больше. Вот такая проблема уже раз была у нас. Э, Объяснить бы все это, но я пока не могу. Терпите. Да и ладно. Ничего страшного. Главное, что? Главное, они должны радоваться, что ты вообще в эфир вышел. Да, Объяснять. да, Объяснять им что-то надо. Я им объяснил. тяжело, было тяжело, мы прорвались. Так, так сделаем. Почему у нас что-то не то? Ого, не в кенты себя там как разгибризило. Ты че, клеткой, что ли, как картошку делишься? Ого. Не понимаю. Такая у меня штучка уже была один раз. Это с ОБС, что ли, у тебя? Ты Да, просто захват экрана, наверное, включил, дружище, а сам находишься на странице. Ютуба. Ютубе.
но я имею в виду, это где-то уже нормально. Ну, ты просто закрой эту вкладку себе. Все. Кого закрыть? Ну, вкладку. Ну, вот это, вот, браузер. Браузер, вкладку закройте, пожалуйста. А то вы там кучкуетесь. А, же, Андрей, вы как-то кучкуетесь. Я на весь Вот. Я теперь на весь экран. Ты теперь... Нет, ты не на весь экран. Подожди. Так, Сейчас тебе скажут, они что, бухие, что ли, там, непонятно? Они смотрели, что такое впервые. что такое? Да что это у Что нас? там творится? Я не понимаю, кучкуются они что-то. Да я сам Что? не могу понять, что здесь происходит вообще. Если сам Ты захватил? О, йоу, не скич, не здорово, дружище, здорово, надо побеждаем YouTube, короче, потихонечку, помаленьку. Опять загляни в описание скетч ниндзя. Парад, В описании, парад. загляни в описание, я старался. Но дело в том, что почему-то теперь у меня камера поплыла. Прикол. Высли камеру. Я и вижу не один раз. Ну, я тоже её вижу. Я не знаю. Что Потому что значит? это закрой, сверни браузер просто. Чё? У тебя захват браузера идет. В OBS. Подожди, я сделал уже. Если я сейчас его закрою, то есть YouTube просто пропадет. Правильно? Нет, у тебя ты же... Нет, ты не пропадешь в Ютубе, ты все, ты через OBS уже стримишь. Всё, я вырубил все. Браузер закрой, нафиг. Закрой браузер. А Закрой. вот, Прям на красный крестик жми. Закрыл? да, ну а как мне YouTube показывает, если я его закрою? Вас плохо слышно. Как я Ой. буду показывать тебе YouTube, если я его показываю? Нас плохо слышно, что-то настройки громкости, дружище. Настраивай. А, вот так может быть. В OBS открывай. OBS открыто? OBS открытый у тебя? Попробуй прибавить громкость воспроизведения. Устройство воспроизведения выкрути это. Ну я все добавил, все уже на максимум. Добавь, а то он там скетч ниндзя говорит плохо слышно. Вас плохо слышно. Я старался не кричать в микрофон, но он у меня что-то был отодвинутый. Сейчас Но ты попробуй просто добавь микрофона себе. Да, я уже добавил, уже куда уже И больше. Уже очень много добавил. Сейчас, думаю, будет слышно. Я просто отворачивался, может, от микрофона не говорил. Сейчас вот как тебе сейчас вот красивая какая картинка. А так. Так, экран не надо, нам так не надо. Вот все равно меня что-то не устраивает в этой теме всей этой. Так, У нас, как обычно, у нас традиция настроить стрим во время стрима. Вот такая штука, вот такая, ребят. Думаю, вообще мы не переживаем, вообще не волнуемся ни капли, ребята. Просто ловим фан от этого. Вот, в микшере аудио прибавь микрофон и Да. устройство воспроизведения. Ну вот видишь, у меня что-то вот все я добавил уже, в принципе, но вот что-то здесь не то. Фильтры. Так, компрессор там все Ты знаешь, работает. что хочется сказать, драйвер? Сейчас, погоди, сейчас я зайду, все настрою. Да, да. Нет, у нас тут не стали нарушать традиции, но сегодня нас что-то прям Прям вообще подкосило. YouTube такого пинка дал, так что если кто-то видел 50 раз начало трансляции, вы не удивляйтесь, это не прикол. Да. Так Не получилось. смейте трогать колокольчик. Будет 50 Да, точно. Не, я старался, правда, я уже тут все подумал, там то, все надо сделать, думаю, ну вот потом почему-то что-то опять пошло не так, как я задумал. Так, я вот это хотел включить, потом вот это, где это, что-то не включается. Вот UBS, что-то сегодня тоже мне тут дает прикурить. А ты вообще не куришь. Ну что это такое? Да, я вот курить бросил, а UBS такая говорит, нет. Это, вот переключить Кавасаки. Да, сейчас я вам Нет, дружище, надо прибавлять в OBS. сделал, все, прибавил, я тебя уже добавил, уже себя, у меня уже за желтый заходит уже прям. Это хорошо. Если на желтый, то значит слышно тебя хорошо. Значит, А у меня вот так вот, я уже добавил тебя, добавил меня, добавил. А устройство воспроизведения ты на желтую доходит?
Я на желтенький, ты на. Да-да, все на желтенькую, да. Вот трейлер я вот так могу громко сильно. Я его потише сделаю. Сейчас лучше слышно? Ну-ка. Ну, я вот думаю, да, но я, к сожалению, сейчас вот все повырубал. Не, у меня тут Нет, трейлер тише делай. iPhone разрывается. Что-то вот микрофон что ли далеко? Нет, я здесь. Вот. Алло, алло, доброе утро. Что случилось? Что с нами? Не то произошло. Где мы так нашалили, да? Ага. Что Я, мы плохого сделали? я старался, чтобы было все нормально, а почему-то в какой-то момент что-то пошло опять не так. И вот мы сегодня тут опять сидим. Молодые. Сидим. Главное где? Главное сидим. О, И не так. пишет Дима. лучше, уже хорошо. Так, ну я сейчас попробую, в принципе, сделать то, что мы изначально хотели сделать именно по, по теме, по названию стрима, да? Угу. Сейчас мы к этому дойдем. Так что терпение, Видишь, он говорит, ну так. терпение труд. Тру. Блин, вот эти вот рекламы, конечно, я их прям не хотел никому показывать. Вот это вот этот прозрачное окошко чата. Его вообще не видно на трансляции. Чат вообще не видно. Кого не видно? А, супер. Его надо выше сделать. Вот сейчас будет видно, вот именно сейчас, вот там, он там. Ага. Ну, лучше, ну Переход. так. Я не знаю, что-то у нас не то пошло. Я думаю, все-таки это что-то связано с этим, то, что мы, может быть, без рестрима делаем или что, я не знаю, вроде микрофон уже вот у тебя вот все под носом сделал, все уже. Ну-ка не глотай. Нет, я надеюсь, конечно, да. Я уже тут штучку вот эту поставил, чтобы на нее, если вдруг слюнки будут, там, чтобы не брызгало ничего. Так, все еще вот так вот сделаем. Сижу тут как диджей, такой пульты, все, у меня тут подсветочка, тут сегодня свет. Все как положено. Ну так раз, можем добавить, можем убавить. Так, итак, сейчас я думаю, это ты видишь, что там на экране-то нет? Ну, электротрайбе гибрид. Электро. Короче, как-то Кстати, мы с тобой на одних из стримов разговаривали про Кавасаки, про их модные вот эти вот штучки, что там да, они все-таки смотрят в будущее. И я задел тему гибрида, потому что да. как бы гибридный автомобиль мне это уже не ново. И вот вчера или когда это было абсолютно да, свежая новость, то что к 1935 году они планируют выпускать только гибридные и электробайки Kawasaki, прикинь. Да ты что? Да, то есть вот это вот уже как раз таки мы начали с тобой говорить об этом. Просто вот такая тема была, и я слышал от определенных людей, что в Kawasaki как бы у них есть такое, что у них есть в планах такие вещи, что это будет происходить именно там в плане вот этой вот новой технологии. И как раз таки только мы поговорили, буквально таки, ну прошло сколько, неделя прошла, две, и тут такие новости, то есть автомобильные производители уже не один заявили то, что они переходят на электро, переходят там на то, все, что они хотят отказываться от нормальных бензиновых моторов и так далее, дизельных. И, соответственно, здесь вот в двухколесном мире происходит, в принципе, теперь тоже в ту же сторону. И как бы я написал, не помню, в теме, что должно стоять было. То есть здесь как бы получается такая тема, то что они, кроме того, что там не то, что электро, да, как бы в Азии у нас уже распространено это там на водороде, да, вот эта вот тема. Именно когда у тебя будет мотор вырабатывать сам энергию, то есть электроэнергию, и, соответственно, у тебя будет вот такой вот концепт, где у тебя будет мотор Так на, сколько стоит? Если он на сам работе водорода. Ну, пока это еще неизвестно, как бы. так не дадут. Ты что говорите? Мне кажется, это как-то это фантастика, но Нет, не фантастика, это, в принципе, это наше будущее. Здесь вот, допустим, пару фоток я посмотрел видео, и это, в принципе, ничего такого. Это все как бы не за горами. И так много людей проспали вот этот весь переход.
переворот, и здесь как бы теперь надо двигаться в эту сторону именно, и теперь, соответственно, еще и как бы государство, вот эти законы, ограничения, и вот они как бы довели до того, что как бы будет вот эта новая технология, ну и, соответственно, уже 20, как стояло, до 25 года, как бы они уже будут, у них уже есть планы, то есть до 25 года уже, чтобы они начали выпускать 25 именно вот эти гибридные модели. Фига. Уже 25-й год, так это ж уже Да-да, у них послезавтра. без 25 будет 10 электро или гибридных, то есть у них уже там есть уже определенный ряд, который все продумано. Сейчас у нас 21 год заканчивается, то есть осталось буквально 3 года, и будет от Kawasaki уже около 10 моделей, которые сейчас как бы уже тестируются, да, и будет как бы электро и гибрид, соответственно, да. В принципе, прикольная вещь. Я посмотрел там чуть-чуть про эту технику. Мне это напомнило технику, что такое с корейским автомобильностроением. Очень, Ха. очень похоже. Вот здесь как бы получается у тебя будет именно вот этот водород дополнять. То есть они могут с помощью вот этой вот гибридной техники, они могут, в принципе, при цилиндре делать там не 4, а 2 цилиндра, то есть, а мощность будет почти что такая же, да, и как бы технологии, Ха. все эти дела. Но если это все войдет в патент, это все как бы протестируется, вот эти прототипы пойдут в народ, ну, это только вопрос рекламы и времени, в принципе. Но я считаю, это уже неплохая технология. И сегодня на машине выехал, ужаснулся от цен на заправке. У нас очень-очень-очень дорого стал стоить бензин на заправке. Последние вот Сколько? недели летит вот так цена вверх. Да, Сколько? ну вот сейчас стоит уже евро 70 литр. Евро Это 70. уже, это уже далеко. Это что-то они прям... А в Да, связи с чем, как они, они это оправдывают? ну Вот вот там несколько всяких таких есть разговоров насчет этой темы. Но дело в том, что подка- факт остается тем, то, что там зеленая политика и так далее пугали, то, что типа накануне Нового года, что догонят до 2 евро, да, как бы вот Ё- там Скандинавия 2 евро, ну на Скандинавии, извини, подвинься, там и зарплаты больше, там они 2 евро, у них уже давно, то есть уже 5 лет назад на Скандинавию стоил бензин 2 евро или 2 евро 20, но у них зарплата в 2 раза больше, чем в Германии, во Франции и так далее, да. А, То есть Европа тоже так же по зарплатам поделена, по финансам, это как бы тяжело сравнивать. Но есть люди, кто считают, что это так бы нормально, и тем они как бы, у меня задумка такая есть, что мы там вот задавить, запугать народ, что покупали электрокары, но электричество начало тоже расти вверх, потому что ну, его естественно, скоро сколько... не будет хватать и так далее и тому подобное, и это довольно-таки тяжелый вопрос. Ну, тут больше как бы политика, а нам как бы туда лучше не лезть. Но факт остается тем, то, что вот это вот, если вот это все пойдет дальше, как вот я сейчас вижу вот это развитие именно в этой технике, то в принципе, почему бы и нет, в ближайшем будущем что-то такое гибридное, я бы даже с удовольствием хотел бы посмотреть, попробовать, как она двигается. Мото техника, да, то есть А что драйверы они обещают под капотом, так сказать? Что они обещают под капотом? Как они все-таки будут... Может быть, они где-то... Ну, это же электричество, не бензин, да? Тут камера... да-да, у них как бы есть уже на Kawasaki вот 650 кубиков двухцилиндровый мотор, который я уже сам пробовал не раз. Он, в принципе, себя уже... 650 кубиков. Да, вроде немного, но эти 650 кубиков теперь будут еще подкреплены электромотором. И, соответственно, вот этот, когда электромотором будут подкреплены, они, и, соответственно, будет вот это вот тебе мощь, тяга и так далее. И как бы экономия еще, да, два в одном. Оу. То есть 650 у нас сейчас на данный момент этот мотор он стоит на раз, два, две или три ходовые модели, как бы есть, и в разном там Versus есть, Kawasaki Z650 и ZX6, ну, что-то тоже было 650-ка. Два цилиндра, что-то 68 лошадей, что ли, если мне память не изменяет. По крайней мере, в принципе, мотоцикл неплохой, для начинающих супер. Он как бы уже себя
оправдал, показал именно в планах экономичности, в планах того, что как бы он более-менее такой, как они, у нас немцы говорят, робуст, то есть он выдерживает много чего, да. Мгм. Я его пробовал именно на двух моделях, что меня самого удивило. Единственное, что не хватает этому мотору, конечно же, выхлопа газа, потому что все-таки два цилиндра, не четыре, и звук, я называю это так себе, тяжело. То есть выхлопа, именно вот как бы сам вот этот мощь, как бы ее вроде бы как много нет, но как бы на разгон два цилиндра эти вполне, в принципе, была веселая вещь. Я вот В принципе, да. ездил и не один километр проехал, и, в принципе, был довольный. На первом из них я поехал на Версусе, это было еще перед покупкой моего теперешнего мотоцикла. И просто я первый километр 5-6 не мог понять вообще, сколько там цилиндров-то вообще. Он такой, у него звук был какой-то своеобразный. Но потом это был один из первых. Потом они вели больше, больше, больше. Я прокатился на 650 именно в спорте в варианте, и было довольно-таки весело. Ну, там как бы можно было бы, я думаю, в наше время уже есть что-нибудь там спортивный глушитель поставить, как бы и было бы уже прикольно. И, Ну да. соответственно, вот именно сейчас этот мотор, они хотят теперь его подогреть, и там как вот делали на H2, моделинг, который 200 лошадей, они хотят его подогреть, как бы там, или компрессором подогреют его, или электро, да, и, соответственно, это будет что-то с чем-то. Но я думаю, все-таки именно вот этим толчком, если там будет что-то как бы на подобие электромотора дополнительного к бензиновому, Да, это и будет вот этот гибрид. толчок, как гибрид, как бы там, то есть я думаю, как, знаешь, как вот, ну, как разговаривали, что на стафоре будет стоять он, да, Ага. соответственно, будет там меньше расход, Да. или где еще, ну вот, допустим, когда ты едешь не полностью ручку газа выкручиваешь, а вот так вот потихонечку, да, так, то есть более-менее Да. по ровному, там, 70, 80, 100, что он как бы помогал этот вот, что есть, я думаю, все-таки будет такое движение такое между бензиновым и электромотором, так будет плавать, опять же, то есть принцип вот этого гибрида всего, да, и, соответственно, это опять же будет экономия, и если даже тебе чуть-чуть надо ручку газа там добавить, прокрутить, это будет опять же э, как сказать, вот этот вот электромотор у них просто намного больше вот этого чувствительности ручки газа, то есть быстрее они набирают вот этот вот разгон и так далее, да. И было бы, в принципе, что-то интересное. Я думаю, это будет интересно, потому что, ну, на автомобильной индустрии гибрид, как бы все смеялись над большими знатными марками, ну, как бы, и теперь сейчас посмотри, у нас э, вот по Европе, да без разницы даже, да, скоро даже Лада будет тоже на гибриде ездить, я не удивлюсь. То есть это Это с как бы 20 лет подряд делала Toyota. Лада гибрид, да, я слышал. Да, это все будет, не переживай. Просто 20, да уже даже с 97 года. Сейчас в данный момент это уже получается 97-й, 24 года занимается Toyota тем, что продвигает свою гибридную технику. И все типа хихи ха-ха, и вот Они молодцы, они сделают то, что хотят сделать. да, и буквально таки 2 года назад все по первому у нас этот бум, и сейчас как бы какую я марку бы не знал, хотя бы нашего местного производства, да, ну, я имею в виду с Европы, и у них есть обязательно у кого-нибудь гибридная модель. Или уже сейчас вот в данный момент даже уже и электро. А буквально там 2-3 года назад все таки ах, гибрид, там что-то кому оно там надо, там гибрид, там бензиновая все там солярка. Это все в эту сторону идет, в сторону, чтобы был меньше расход. Думаю, все-таки не то чтобы нехватка топлива, а именно искусственно накручивать цены на Расход, топливо. конечно, расходом драйвер. Ну, расход расходом все-таки, да, но там экологию, окей, там, да, а вот люди, которые любят мощь, люди, которые любят драйв, да, которые вот любят звук, вот этот запах бензина, я Да. думаю, будет сложно а, даже Ну, не да, это большинство так изначально думали. Но, в принципе, когда у учтить. нас пошла Тесла, здесь все поначалу тоже, электро, что такое? А сейчас Тесла как бы пошла вверх, потому что там все-таки звук у них своеобразный, по мощности вообще сказать как бы нельзя. Она есть, ее даже
намного больше, потому что мощность от электротехник ты получаешь сразу же. Тебе не надо там обороты большие, да? То есть она прям пуляет, да? Да, на электромашине ездить, в принципе, удовольствие. Я вот пробовал и на своей машине передвигаюсь чуть-чуть электрически, как бы. То есть, подожди, стой, вот твоя машина, она получается как? У нее электропривод и бензиновый привод. То есть двигатель внутреннего возгорания И и электро. двигатель электрический. То есть ты в любой момент, прям даже на ходу, Да, ты можешь нажать кнопку и поехать на электро, да? да, да, да. Ну, А по поскольку ощущениям аккумулятор. есть какой-то, вот ты вот как водитель чувствуешь какой-то вот переход, вот какой как я сейчас скажу, может быть, глупо как-то, да, толчок какой-то есть между вот этим переходом с одного на другого. То есть Нет, этот толчок может замечаться в падении скорости, знаешь, как бы притормаживание какое-то. Есть такое вообще вот нет. ощущение, что раз ты вот переходишь, и ты такой чик, как бы такой, знаешь, ну не то, что ну да, я скажу прямо, такое негативное немножко ощущение, что вот ты перешел на электро, и ты такой типа, ну вот да, сейчас на электро. Нет, нет. Скорее всего, там у тебя наоборот. То есть ты будешь по-другому совсем это воспринимать. То есть, наоборот, станет тише в салоне. Но именно, А, чтобы там какое-то падение скорости вообще речи быть не может. Потому что если я еду в гибридных настройках на автомобиле, и, соответственно, у меня все время бензин, электро. В зависимости от дороги, в зависимости от нужного скорости, он сам переключается. Игра такая, как весы между двумя моторами работает. ага. И это как бы ты не заметишь такого. Ну, как я замечаю я, да, я слышу, что мотор там включился или выключился, но такого прям удара какого-то, или прям скорость упала на 10 километров в час, такого нету. Это прям Слушай, ну замечательно, слушай, ну, коробка отрабатывает эти вещи, коробка стоит шестиступенчатая с роботом. то есть И она тоже, да, ты не чувствуешь на коробочке, что там происходит. да, сейчас я уже чувствую, да, я понимаю, но когда машина совсем абсолютно новая была, нет. А так, в принципе, если ты нормально передвигаешься без таких газ по вас, как бы приключений, то есть ты нормально, абсолютно адекватно двигаешься, а не так, что ты прям Как у вас. выдавливаешь. Да, газ по вас это нормальная такая вещь. Так говорят некоторые любители, скажем так, потому что как бы, ну, машина это сможет выдержать, она для этого сделана, но до поры до времени. И, соответственно, как бы я сейчас на данный момент и передвигаюсь, и мне, ну, как уже привык. Мне наоборот, я знаю, что там другая, допустим, ездит все время на двигателе сгорания внутреннего или не внутреннего, но у меня как бы стоит их два, и тяжело прийти опять назад к одному. И, в принципе, меня эта техника устраивает вообще целиком и То есть полно. ты прям ждешь, Целиком когда она появится, а цена? Ладно. цена будет, думаю, да, если вот сейчас, допустим, да, вот такую Вот вещь. скорость она даст тебе драйвы, как ты говоришь, да? Да, А она цена весело, нет. на ней очень весело двигаться. И я, в принципе, за такую штучку, как бы наоборот, только за. И как бы вот эта техника гибридная, как и на автомобиле, ей будет пользоваться очень удобно в городе. Да, то есть меньше будет у тебя шума от мотоцикла, там, меньше там расход будет. Ну и как бы Ну опять а же. как же вот это Honda? Ну вот А это как вот это, кстати, насчет чего? у нас насчет электроавтомобилей такое уже было много разговоров, там много кто вот, шума нет. Начали потихоньку искусственно вводить звуки. То есть это все будет опять со звуком, но как бы звук такой без выхлопа газа. То есть Это все какой-то опять динамик будет выходить и создавать звук автомобиля? Да, это не секрет, я сейчас не буду на этом стриме тебе говорить. Вот сейчас стрим закончим, я тебе покажу потом кое-что, чтобы ты знал, и чтобы больше таких вопросов не задавал. Но я тебе каждый раз к чему этому завожу, потому что тебе это нравится, тема, и, соответственно, показываю такие вещи. Ну, я-то сам как Как бы ты можешь это скрывать от подписчиков, я не понимаю, слушай. Ну это же какой-то обман получается. Обман. Нет, если ты как бы больше в автотехнике как бы находился внутри, ты бы намного больше вещей знал, как бы там, заведомо это все происходит, но это уже потом. Так, Мага, подожди. здорово, дружище, Мага, здорово. О, здравствуй. Перед вами Чат, привет. любитель автомобилей. Да, вот как раз, кстати, мы тут начали, в принципе, с мото, но вот
еще как бы у нас, как всегда, вот такой вот бонусами свободная тема, еще добавляем авто. Без этого не обойтись, потому что тема, именно вот данная тема, она напрямую связана именно с автомобилем. Потому что, Ну, а промом вообще в целом, как бы, потому что мотопром, он также это автопром, ну, одно без другого просто нету, ну, да, нету. да, да. Вот, все нормально, очень долго настраивались на стрим, вот, поэтому, дружище, Да, как я ролик записывал, пишет, да. Ну, ролик записывал, все хорошо. Зайдем обязательно посмотрим, потому что конечно, позади в описание стрима, и ты увидишь там много ссылок, и это неспроста. Я, к сожалению, вот хотел чуть-чуть по-другому, не именно как сейчас мы это вот все проводим здесь. Но теперь я уже не могу это остановить и не хочу, потому что уже это начало далось тяжело. да, это Короче, начало. что я хотел еще сказать по поводу Кавасаки, еще пару маленьких пунктов, Так, то, что они хотят говори. Они в Америке хотят еще, допустим, добавить тебе партнера вот этого с Тайваня, именно Кюмку, они у нас как бы себя уже показали в плане этих Ритейлер, что ли, или как кто? Кюмку, они в плане скутеров нас показали хорошо, мотороллеров, вот и сейчас маркировал А, синим. скутарюхи. Да, они как бы, они будут с ними вместе работать, то есть они будут с ними вместе что-то делать, то есть эти на двух колесах делают, хорошо, там мелкие вещи, да. У Кюмка нет моток большого, я его не знаю. Я его не знаю, там у Кюмка есть у них как эти квадроциклы, наверное, по-русски называется правильно, как думаю, такие, знаешь, как на четырех колесах такие вещи. Так, квадроциклы, да-да-да, Да, я да. Вот понял. они как бы... Есть у Кавасаки тоже квадроцикл, но Кавасаки качество, цена, соответственно, другая. Это уже другая лига. И вот они, в принципе, хотят вместе с ним как бы кооператив сделать электрогибридные модели, то есть и двухколесные, и четырехколесные. То есть они будут как воплотятся вместе больше усилий, больше сил, финансов, соответственно, они будут вместе вот это вот рулить. Почему бы и нет? Это было бы неплохо, да, и как бы это, я думаю, будет неплохой кооператив, как назвать правильно, Да, да? да, Потому что кооператив, как бы да. небольшой такой союз между этими двумя, как бы я из этого не вижу в этом никакого прикола, то что там каждый там Ну, это круто. что-то пытается лучше таких две умных головы вместе что-то сделать, и как бы они в этом случае они как бы вот хотят именно в электрогибридной технике именно сейчас вместе собраться и так, потому что, ну, все-таки разработка, инженерия поодиночке, она тяжелее дается, да. Конечно, конечно, когда ты Вместе у них будет два намного больше сил команды, стоять против какого-то другого большого мотопроизводителя, я думаю, и, соответственно, как бы Kawasaki уже не маленький производитель, но он уже с историей, он с да, конкретной историей. Это уже история у всех есть, да, история есть, все отлично. Просто что вот именно сейчас в этом плане, в этих разработках, то есть посмотри, у всех мотопроизводителей уже последние там 40-50 лет, как начали после Второй мировой, чуть позже. То есть все поперло. Так. офигенно. Да, и соответственно, вот так вот, да, если они вместе соберутся, я думаю, что-то с этого получится. Я не удивлюсь будет, Хорошо, что будет это хорошо. То именно есть Индия. И будет, перейти помимо мототехники электроприводной, да, еще будет и квадротехника электроприводная. да, вот это Слушай, будущее прям плотно-плотно подступает, подступает. будущее подступает, да, в принципе, как бы это я уже не знаю, авто все вот это, оно прошло все, да, оно подходит к этому, или уже где-то наступило. В мото все время была тишина, они как-то выдерживались, потому что их все время еще как бы по вот этим выхлопам их сильно не дергали. У нас тут начали там по звуку до них там, да, наезжать туда-сюда. Здесь именно сейчас пошла вот эта вот тема, то что вот, все, давайте, как бы, что такое. И теперь взялись из-за мото, ну и, соответственно, как бы к чему это приводит, да, то есть надо сейчас, как бы, ну, поодиночке будет тяжело, и вот они, как бы, кто вот вовремя спохватились, да, ну, почему нет, Мгм. и, в принципе, мне такой вариант даже устраивает, потому что, как бы, скутер или квадроцикл Кюмку, я и на них ездил сам, пробовал уже, да, для меня это, то есть, фирма, Знаешь, не да, поверишь, я тоже ездил на электрике. для меня эта марка не новая, и, как бы,
Почему нет? То есть у них есть какой-то свой опыт, у Kawasaki есть свой опыт, и вместе они сила, да, будет у них такой Да, союз. они что-то сделают такое, что-то инновационное, я бы сказал. Конкретно Да, почему? Да, может вновь. быть, какой-нибудь у них будет такой гибрид именно в мототехнике, который, в принципе, нам будет только плюсом, да, и чтобы нам, как бы, как вот ты Единственное, говоришь, что меня как бы будет смущать, и я так уже сейчас как потребителю, да, ну я не то, что прям потребитель этой техники, а просто, да, как вот потребитель, цена была бы умеренной, и инфраструктуру бы подстроили, потому что, как видно, они не стоят там, вот эти концерны не стоят на месте, развиваются, двигаются да, вперед, но инфраструктура, конечно, местами где-то прям просто проваливается не просто на дно, а на как бы все ниже и ниже. То есть, допустим, за границей Европы у вас вот с этими электрозаправками все более-менее да, нормально. да, но это, да, это отдельный другой пункт. А как бы, допустим, другие страны, я просто, ну, вот, ну, не знаю, допустим, Соединенные Штаты Америки, к примеру, тоже развивают, потому что у них концерн, есть концерн, да, вот Tesla, которая электродвигатели, они по-любому там вот этих заправок натыкали м, везде, да, там по стране, знаю. Но тоже у них страна не маленькая, и мне кажется, там, если куда-то заехать в глушь на этой Тесле, да, ну, как бы скажу так вот по-русски, к бабушке в деревню приехать, придется все-таки как-то пользоваться. Бабуль, вытаскивай холодильник, я хочу сейчас машину заряжать. Вот, какие-то костыли придумывать. То есть Да. это тоже здесь, как бы, знаешь, может быть, центральные части стран, там, да, вот это вот. А потому что если куда-то уехать чуть подальше, в деревню, там можно, конечно, уже и давай клади его на плечо или толкай его горячо. Ну, то есть ты подустанешь от этого. То есть Да. бензин вот в таком плане. Ты зашел к соседу, шланг, отсосал, у него, да, там, ну, в смысле, отсосал у него из бака, да, Бензин с бака, да, не у него. вот, вот, и спокойно пошел, залил себе. А вот с электричеством, типа, знаешь, это провода над головой так разматываешь, сейчас заправлюсь. Ну, это, Да, да, конечно, да, да. Ну, это, конечно, да, это я уже по этому поводу шутил тут с одним, потому что мы как-то делали тест-драйв на мото, и перед нами чел, он купил просто вот электробайк. И прям байк такой, то есть он выглядел как среднестатистический такой мотоцикл, там, Ducati Monster какой-нибудь, там, да, он такой более-менее такой мощный, все, naked байк. И я когда присмотрелся, у него прям, знаешь, как вот у нас там поршневая, у нас это там коробка, а здесь просто такой один блок под баком, и все, этот вот и кусок, все. А кусок потому что, такой а если он засрется, ну ремень, как, ремень, он не засрется, а вот потому что это все такой блок закрытый, и там этот ремень, то есть все в сухом виде, да, там никакой смазки, ну, слушай, Мага пишет нам в чатике, Мага пишет нам в чатике по поводу того, что вот какой-то, вот этот мото мне тоже нравится, черный, да, да, я смотрю, но, Дуэли 180p. да, да, Я вот. сейчас попытался посмотреть по картинкам, и я не вижу черного актуэля. Ну вот, который сейчас я открыл экран, сейчас я буду про него говорить, ну про все. Это Да, только, он просто актуален написано на моторе, да, это называется актуальные мотоциклы über так. 180 PS, то есть актуальные мотоциклы, которые больше 180 лошадей. А, Это заголовок. И он пишет, вы насчет серии крузера, мото, что скажете по виду и так далее. да, А да, сколько ты за рулем Краус мото? Да, нравится. магом вопросами закидал, давай теперь потихоньку. То есть я за рулем мото, как я уже отвечал в стриме, ну уже с 2008, как я сделал права. У меня был там, наверное, годик-полтора была пауза, потом я дальше ездил. Ну вот считай, с 8 года, если год отнять, ну 12-13 лет, да, по идее, 12, скажем. Я год не ездил, как Ну, бы, да. грубо говоря, да, 12 лет ты за рулем 12 лет как мотокруга. бы стажа мото именно в плане мото, то есть больше 10 лошадей, потому что мелкий скутер как бы я не прекращал ездить, в принципе, я не помню такого. Я продал, потом все равно проехал, прошло полгода и опять купил, да. А сколько ты их руками собрал? Скутеров, Да. ну, немного, но это сейчас более-менее в хобби вошло, будет дальше интереснее. Сейчас как бы нет, это не так много, но в
потому что я раньше покупал все-таки такие, знаешь, качественные, дорогие, которые там взял, ездишь, и продавались они, там, и получается, как бы я не парился. Ну, я просто брал вещь, которая как бы марка, и я на ней отъезжал, продавал через год, там, допустим, и вообще было без проблем. Ну, как бы какую-нибудь такую мелюзгу дешевую не брал, потому что, ну, как бы дело ремонтировать, такое дело неблагодарное в этой сфере, как бы, да. Вот Мгм. сейчас как бы М. это более-менее как бы в хобби, да, потому что я, ну, нравится, и некоторые вещи делаю, так посмотрел, думаю, а почему нет, да. Мгм. Понял. Так, так, вот что он пишет, вы насчет крузеров скажите. Крузеры, ну, крузеры классные, крузеров много бывает, разные, тут как бы о вкусах не спорят. Тяжело сказать кому-то что-то и советовать, тем более. Мы просто сейчас в данный момент показываем, я вам просто вот сейчас вот, я увидел эту новую статью, думаю, почему бы нет. Я наблюдаю за этой газетой и онлайн, и, соответственно, я хотел просто показать, представить, ну вот, потому что ну, когда-то мне тоже спортбайки нравились, они мне сейчас как бы нравятся, но себе уже, к сожалению, нет. Потому что я считаю, что Возраст, реакция я и... считаю, э, да, нет, просто, нет, мне просто поменялось чуть мировоззрение, то есть спортбайк, он как бы, для чего он сделан? Спортбайк, он сделан больше в моих глазах для трека. У нас Мгм. до трека далеко, это Да. во-первых, во-вторых, у нас, ну, по городу ездить я не вижу смысла, вот как, допустим, вот сейчас на данный момент, вот вы видите мото, это вот без пластика, это Дукати, это очень такая Вот, мощная, вот мощная. этот Uber 180 PC, это Не, вот Ducati. этот, не, вот сейчас на картинке нарисован Дукати, у него там, я не знаю, может, у него там лошадей 200, наверное, да, вот этого кусочка. Это Ой, просто, он просто без пластика здесь, из-за этого ты как бы не видишь, это на нем вот здесь вот просто пластика не хватает. Это ага. очень-очень-очень мощная игрушка. Вот он, как бы, видишь? То есть Да, ну вот сейчас, блин, перескочил. Сейчас, это секунду. прямо Ну что ты, ну ралли, ладно. да? То есть вот, Дукати, да, Да, Дукати это, Корс, это все, да, 200, да. у него 221 лошадь. То есть, ну это как на вертолете на рыбалку ездить, да? Ну, Ну почти, да, зачем? почти, да. Вот он, Зачем? представляешь, Возить? это, вот эта штучка, у него больше лошадей, чем веса. Да не, ну это ты чё, это его Да, еще смотри, придавливать надо. 221 лошадь, у него 193 килограмма всего лишь, и он стоит 40 штук. То есть У, у, за 40 тысяч можно хороший автомобиль как бы купить, ну, где у да. тебя 4 места И, будет и так далее. и со своей девочкой, там, Да, и но с ее люди, подружкой, как бы, да, если еще любят такие подружка, штучки. поехать кушать мороженое. Да, 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 А да. здесь ты одну только взял и все. Да, и как бы мопед прикольный, все, у него очень дорогая резина, да, у него там, у него своеобразный звук, у него, я смотрел, у нас чуваки ездили, у них много очень настроек, абсолютно, да, там, есть любители, которые этих байков как бы покупают, но не я. Как бы, потому что я Ну, каждому свое, свое не само каждому. назначение спортбайка я как бы вот уже понял, когда поездил с Максом, как бы, ну, все-таки резину стирать чисто тупо посередине, да, это не очень. Я надеюсь, Макс это увидит. Макс ездить может, вот так ему. Он, Получай, да, получай. я с ним из этого познакомился, когда он мне все время напоминает, такой, вот, там, нифига, там, как ты это. Я говорю, «Так он Не, резину, Мага просто тот байк черный, который драйвер показывал перед этим, тот вообще полностью электроприводный. да. Понимаешь? Не бензиновый, в нем вообще не нужен бензин. В розетку вставил, зарядил, поехал. Ну нет, где, первый, который был? Да, Нет, он просто, нет, он был еще без этот, не-не-не, это не электро. Электро я тебе не показывал до электро. этого, нет. Это просто он был без пластика, тот же самый вот Дукати, но без пластика. Вот этот вот. Как бы пластика нету. А электробайк я тебе когда до этого уже показывал. Сейчас я Мгм. просто покажу, которые вот новинки вышли. Вот смотри, вот парадокс в чем. Сейчас вот у нас тема такая, да, вот там, допустим, то, что у нас как бы здесь вот экологи, зеленые, все дела, там гибриды, Да, да. электро поперли. И в тот же момент электроиндустрия, вот я сейчас тебе показываю, да, то есть выпустили вот это байки, которые как бы созданы прям не просто полить бензин, а уничтожать. Бензин и резину уничтожать, и твои деньги, скажем, Ага, да. ага. То есть его сколько ни корми, ему все мало. Да, ну опять же, тут как бы от ручки газа зависит, но в принципе, если ты на такой штучке сидишь, Ну, да, ну, не стоит во-первых, никаких денег. тебе надо вообще, как бы сказать, голова должна быть на плечах, если у тебя
не совсем таракана дома, как бы я бы на такую вообще телегу б не садился, потому что у него Я очень, пассажир даже не сел бы. да, у них вот эти всех мотоциклов, то есть у них в районе 200 лошадей, из-за этого называется тема больше, чем 180, то есть тут нету меньше Драйвер, 180 байков. драйвер, прибавь нас, прибавь себе микрофон, Да-да, я вроде добавил вроде микрофон что-то на 5. и прибавь устройство воспроизведения. А что такое? Ну я вроде что-то вот раньше такого не было. У меня было наполовину, все было ж супер. Ну, не Что знаю, ты друзья, не Симака хочешь? говорит, ему видней. Мама, ага. Так. Геленваген. И так, 304. вот, теперь я уже добавил, теперь уже заскакивает на желтый. Я уже думал, видишь, мне вот неудобно, я вот так хотел, вот так сделать. Так мне надо вниз смотреть, да. Так вообще Так, приятнее. я вот так вот. Погоди, Вот так буду говорить, ладно. вот так вот Я не говорю. знаю почему. Ну ладно, пускай будет так. Потому что Настроимся. мы что-нибудь, Ну, чуть позже. да, все надо, все через настройки проходит. Все это, Каждый раз. мы это все доделаем. В следующий раз будет намного интереснее. Ну что-то вот не получилось сегодня, извиняемся. Ну, ничего Так, страшного. ну вот тут была Дукати, мощь, чересчур дорогая вещь, очень даже. И как бы благодаря Максу, на чем мы остановились, я из-за этого как бы, ну, смысл вот этих спортбайков, да, я больше не вижу. То есть для меня это не то. Тебе надо постоянно как бы пользоваться полностью баллоном резины, а я и так-то как бы, ну, закладываю, но не так сильно, как бы, как спортсмены вот эти. Вот и это как бы спорт. Я, как бы недавно рассказывал в одном видео, я больше турист, чем спортсмен. Мне, Мгм. соответственно, мне как бы вот эти вот все вещи, ну, мне нужен байк, на котором я проеду 300 километров, как бы, да, а то и 400 за день, и нормально будет. А на этих как бы это далеко, ну, как бы в здравом смысле далеко на них ехать. Ну, были у меня тут такие знакомые товарищи недавно. О, да я там в Берлин ездил, да я там здесь ездил. Но это спина болит все равно. Они очень-очень-очень твердые, неудобные. Как бы, ну, кто говорит мне там спортбайк на дальнике, там он может, ну, я вас поздравляю, как бы, рано или поздно, как бы, я еще не такой старый, но все равно это не очень Да не, ну да, это не сегодня, очень сегодня нормально все, а завтра приятно. ты вспоминаешь, что вчера ты упал, такой, блин, да, вот Да, оно, да, заиграло где-то да. там в теле. Это, Есть так. конечно, Поэтому так себе ощущение, да, кто мне там рассказывает, вот там я проехал там за день 600 километров с байке, я вас поздравляю, как бы вот вам лайкос от меня, прям, держите. Оно мне не надо, ну, как бы, я не хочу потом после моих покатушек 3-4 дня помирать на кровати, да. да, да, моя спина, Да. моя Я вот, прекрасная. что я знаю, что я точно пробовал на моем Кавасаки, то есть 2 года назад, когда он еще был абсолютно новый, я съездил в Баварию, съездил назад. Это было 2 дня езды, 600 туда, 600 назад, 1200. И Нифига. ничего, я приехал, поставил мотоцикл, и мы пошли гулять, как бы, ну, я не помирал, что я здесь, что там. И вот это показатель, то есть спортивный турист. Я как бы двигался не медленно и не, ну, более-менее, ну и туристически, как бы проехал дальничок такой, да, вот я выдвинулся, я не помню, часиков 8 выдвинулся, мне надо несколько раз было останавливаться, все супер, ну как бы я приехал домой, ну, уже последние 150 километров тяжело даются, но ты думаешь такой, ну все, надо с этим завязывать. Приезжаешь домой, переодеваешься и как бы пошел, как бы ни в чем не было, да. А максимум, что надо после этого гермошлема, в душ сходил, типа, ну, то, что там немножко, да, в коже попотел. Не, ну да, у меня еще кроме шлема, как бы я же одеваю все время, еще у меня такой чехол одетый, да, отдельно еще такой, знаешь. На последнем видосе ты видал, наверное. Ну, как бы пойдет. Есть просто люди вот такие, которые любят купить байк, и это у них цель там, допустим, вот прям газ по вас. У меня цель больше проехать. И вот эти газ по вас, как бы, ну, они много-то и не двигаются, да, ну, я имею в виду по километражу. То есть для нас, спортивных туристов, там 300 километров в одну сторону, это как бы вообще ничего Детский такого, сад. да, ничего особенного. Кашу поел с утра. А для Как кашу с утра поел. да, а спортсменам, допустим, вот так вот им 200 По километров. кругу, да, они по кругу просто будут гонять, но Да. 200. Ну, им Но по тяжело, кругу. тяжело уже. У нас тут были товарищи,
как бы тяжеловато, больновато, потому что позвоночник, копчик, оно все такое, знаешь, не казенное. Да, да, Так, ну и да. вот О, BMW штучка, очень прикольная вещь, технологичная. Я смотрел ни у одного блогера уже про этот мод. Но мне, поскольку как бы BMW, я не думаю, что я когда-нибудь куплю его. Ну просто так вот ради интереса я смотрел, сколько в нем вставлено технологий и всего. что они И туда просто чем лютый живут. байк, у него очень много мощности. И там тоже можно, в принципе, как и на Дукате, там у тебя есть всякие модусы, можешь там перенастраивать, настраивать там. В Ай, смысле, вообще, из ну, заднего вида, чтобы этот, настраивать, ручки с подогревом, ну нет, там стёк. прям мощность двигателя, прям как на автомобиле, прям launch контроль есть, чтобы ты прям газа до отказа, чтобы ты прям сальто не сделал. У него есть у новых байков вот этот wheel контроль, то есть ты можешь на новых спортивных байках выставлять угол, докуда вот ты может мотоцикл подниматься, если ты хочешь его поднять на заднее колесо, понимаешь? Ё-моё, Вот, интересно. это новая технология. Вот это вот, ты когда такие вещи видишь, такой думаешь, ничего себе, да? И вот этого супер Вы в гиг... своем здравствуйте, вы в своем уме? Вот, смотри, Эти видишь, я тебе штуки, показываю да, мышкой? да? Смотри, вот эти вот штучки у него, да, как спойлерки такие здесь крылья, здесь и стоит один, и здесь один. Да, Это да. просто что-то. И у него есть, кстати, модель, какая-то там вроде бы М, что ли, у него карбоновые диски стоят, представляешь? Карбоновые. Фоновые диски, обалдеть. Да, во-первых, экономит очень много веса, и очень это дорого еще все стоит наверх. И еще и на эти карбоновые диски не каждый может покрышку одеть. Да, да. Так, Он ну купит потом ее, да? вот один еще из таких монстров МВ Аугуста. У него уже тоже 208 лошадей в данный момент. Раньше у них там было 180, 190. И у этого уже 208 лошадей в Ё, мотоцикле. 200 килограмм. У тебя сейчас... Раньше было килограмм на лошадь. Это была жопа. В данный да, момент, ну как бы это была мощь, это брутальность. Это да. прям тебя вырывало. Сейчас в данный момент до того дошло, то, что у нас в новые вот эти ультра спортивные все вот эти байки, у них больше лошадей, чем килограмм. То есть у него 208 лошадей на 200 килограмм мотоцикла, понимаешь? Мгм. Это там, я даже боюсь представить, если ты будешь там выкручивать ручку газа, что с тобой может произойти. Как бы это еще должен еще мозг свежее как бы понятие переварить эту всю технику, да, это очень тяжело. И как бы в данном случае тут 998 кубиков, то есть всего лишь вроде бы литр, да, Спасибо, Мага, спасибо огромное. всего лишь как бы литр, и он как бы вот это вот литровый байк, и он как бы вот, представляешь, на вот этот вот, он еще у него от колеса до колеса немного, и вот такая мощь, это надо все же как бы проконтролировать, это Просто, ну та не еще знаю. штучка, да, у меня тут чат Это разрывается, блин, скину тип мопеды, скутеры, на которых можно ездить без прав, какой-то из них хороший тип двухместный. Блин, я бы тебе скину, как, куда тебе скинуть, чего, в YouTube же не скидывается, это куда я тебе скину это все. И в Дискорд у него есть у Мага или нет, или где-нибудь. Мага в Дискорде в нашем есть, конечно, конечно. Конечно, в нашем Дискорде Да, Мага если в есть. Дискорде есть, я тогда Он в найду YouTube, мопеды, Мага скутеры, в на которых YouTube, он можно ездить без записывает прав. Но я не видосики знаю, как в прикольные. России. Видишь, я живу не в России, и как бы у нас тут на все надо права. Как в России там у нас ездили парни там, и прав и не было некоторых, да? У меня Да. 20 тысяч есть, может такую сумму взять, найти. Да, и какой-нибудь за 20 тысяч, я думаю, какой-нибудь скутер можно в России взять. Я думаю, да. Почему бы и нет? Дукати мне нравится черный. Черный Дукати это прям мощь. На все, но мне все же первым нравится Кавасаки, второй Ямаха, третья серия идет Хона. Да, ну, у каждого свое, почему нет? И как бы здесь на вкус и цвет товарища нет. У нас, к счастью, очень много двухколесной техники на любой кошелек. Выбирай себе любую, да. То есть никто тебе не говорит, что ты должен купить именно его или его. Ты тут Да, можешь пойти там купить, насколько у тебя денег хватает, или фантазии, или вкус твой, да. Потому да, да, что желание. Какое? советовать кому-то мотоцикл какой-то, это как так, да. Ну, это как странно, это как купить доширак, типа, я хочу Да, свиной, кто-то а любит тебе острое, а кто-то просто с курицей, да, и курица. все.
ты купи с курицей. Да, это такое дело, как бы, да, вот он про Жигули написал там, да. Ничего себе, у тебя какие машины были? Которые ты машины мне написал, я раньше о них только мечтал. Но здесь, как бы, где я сейчас проживаю, я здесь как бы такие не возьму. Хотя у нас, я на днях видел, такие были. И была девятка в очень даже обалденном состоянии, как бы, да, и была Жигули семерка продавалась, и девятка. И у нас сейчас Лада Нива популярная, как бы она была знакомая телега, а теперь как бы вообще прям вошла прям такое, знаешь, что-то такое, что вот Лада Нива ездит прям, да, все дела. Да, Да. Я вот ладно. на днях встретил Я пу- Лада Калина ехал, вообще прям телега. Да ладно, тебе понравилась Лада Калина? Да, у нас Лада Калина есть, представляешь. У нас есть еще и Жигули. Вчера вот, я вчера буквально ехал, куда-то я вчера в магазин поехал. Встретил машину, выезжала. Это что-то Веста, была Лада Веста, Спорт, Кросс, я не знаю, там что такое у них есть, там что-то новое такое, и универсальным таким багажником каким-то. Ну, я значок Лада узнал, но, к Ладно, сожалению, вот эти вот именно новые вот эти вот их обозначения нет. Они мне напоминают, как вот 12-летняя Kia. То есть, А, что Kia 12 лет назад делала, сейчас у Лада новый автомобиль. Так, ну да, в что-то у принципе, них да. такое есть. Есть, Под есть, моим есть. роликом можно. Я посмотрю, в Дискорде можно, в любом случае, Kawasaki Yamaha Moto. А то что за модель от Porsche Farm? Что? От Porsche Farm. Не знаю, ношу его, что с него там мелочь типа. Да, но это как бы автомобили, если ты берешь еще и на вторичке там или там еще с какой-нибудь там, да, ну, сколько было у автомобиля хозяев, кто за ними как смотрел, ну и, соответственно, от этого всего как бы и продвигается дальнейший твой успех в этом, да. То есть у меня был первый автомобиль тоже, ему было 15 лет, он был от одного пенсионера, я на нем проездил 3,5 года еще потом, и я как бы до сих пор еще вспоминаю только хорошее о нем. Но автомобиль был у меня первый японский. Может, на этом и сказал, что у меня все остальные автомобили не немецкого производства. Так, это что у нас? Вот S1000RR 207 лошадей. Это тоже вот бестия от BMW. Литровая. У, Динормаля, 4 цилиндра. Да, то, ну, стоит 20. У те, которые была М-ка, белая, синяя, красная, вся разрисованная, она уже как бы М, там уже там, в сторону 30 тысяч евро за байк, да. Здесь как бы стоит 19 150. И в данный момент, именно вот этот байк тоже, вот как бы смотришь, я на него смотрю, это для меня опять что-то неземное, потому что у него 207 лошадей и 197 килограмм. Я иногда на своем мотоцикле боюсь ручку выкручивать полностью, потому что он для меня рвет. А что делает да, этот мотоцикл, я себе даже боюсь представить, потому что 200, да, там что-то 200, прямо трусы 200, раздало. да, я вот Кавасаки, вот я ездил на Кавасаки, сейчас 2 сезона уже отъездил, уже третий, уже, как бы, да, то есть 19-й год, 20-й, сейчас 21-й был. Я вот сейчас вот на днях его помою, в гараж поставлю. Я не знаю, вот сейчас дожди начались, как бы настроения вообще его нет с гаража выкатывать, да. И как бы такое дело, там 143 лошади, и уже как бы я иногда задумываюсь, то есть надо сейчас ручку выключить газа или все-таки, знаешь, наполовину. А здесь получается 207 на хороших 60 лошадей больше. И это страшно. 60 лошадей на мотоцикле, это прям... У некоторых мотоциклов всего лишь 60, а здесь на 60 больше, да. И Ё, это мощь. Это ё, очень... Это мощная мощь. Вот этот вот, как ё. сказать, убийца резины, убийца бензина и всего остального. Ну Здесь да. уже худо-бедно 204 PS, то есть лошади. У него есть еще как вот типично для Kawasaki вот этот вот специальный RAM Air эффект, то есть у него на больших скоростях между фарами такой бокс, большая труба, заходит воздух, ты выкручиваешь ручку газа дальше, у тебя еще 10 лошадей прибавка, и соответственно у него 214 лошадей на 206 килограмм. И это просто лютая пушка какая-то. Для меня это что-то... Я вот старой модели я боялся, старого. Вот это вот я как-то видел пару раз.
Он меня ну, заставляет каждый раз задумываться. И этот уже, кстати, вот модель тоже сейчас 28995. Вот предыдущая в другой раскраске, боевой, у нее чуть другая фара, но она красавец. не менее лютая. Вот она стояла у нас, никто не покупал, боялись. И в принципе постоит там в салоне там полгода, Я 10 месяцев, можно купить подешевле, да. они боялись купить его. Ну, как бы боялись, да, но это, как видишь, это пушка не на каждый день. И не каждый, не у каждого столько денег есть в наше время. И Ну, я типа, так говорю, как бы на самом деле, я не знаю, там, какие причины были, но он четко, если бы я, конечно, на треке бы такой прям был гонщик, я бы его взял, потому что там, ну, там начинаешь смотреть себя, там, баллоны стоят очень дорого, резина. Там тормозные колодки, все вот это вот расходники, да, но он как бы, там мощь тоже, да, там все вот это вот в районе 200 лошадей, это прям, ты его уже заводишь, уже страшно, да, как бы для меня наводит это страх. Я даже когда вот, 200 когда еще мой был новый, я тоже от него капот напугался забило сильно. нафиг. А от моего еще я мотика напугался. Ну, как бы сейчас уже все уже привык, все нормально, но все Ну, хорошо. вот это, кстати, хуже некуда, когда привыкаешь, теряется какая-то такая тонкая нить осторожности, знаешь, если ты человек, ты знаешь, как, все, ну, мы с тобой разговаривали на прошлом стриме про это, что вот он А, да. прыгнул, я тут все могу, я вот тут накатался, бля, там 10 тысяч километров у меня за спиной, я тут Да, да, да. вообще всех разорву, и он как бы прилетает, да, но это не есть хорошо. Мгм. Немножко все-таки, да, Нет, немножко то есть, как бы тебе надо. Двигайся. То есть уважения. тебе надо изначально, как бы, ну, оценивать свои силы. Сколько тут Кавасаки зеленый стоил? Так нормально слышно? Да, Кавасаки, который до этого был? Ну, да, тоже в да, районе тридцатки там, да. 28 995, 29 тысяч евро. Как бы, ну, немало, да. Как бы техника такая, я сказал бы, не на каждый день мод. Вот так скажем. ну да. И Я не знаю, ну, есть чуваки, они там, на нем есть, короче, бойцы, которые прям вот все за спортбайк рубят. Ну, а у них там за 5 лет, если они десятку накатали на байке, это уже круто. Потому что там больше, его больше, и типа в пошел большей мере дорогу. его используют раз в месяц и прям поубиваться, ну, как бы страшновато, ну, скорость там все дела. Это все чисто вот ради любителя. Делайте на здоровье, это ваша проблема. Как бы, вот тоже что-то у нас байк, четвертый, что там, О, супербайк. Мага говорит тому такой же вопрос. Вообще-то здесь чеканок, держу в курсе, Мага. Здесь вообще-то чеканок. Да, у нас тут разговаривает не только я еще. Я вообще один тут, я бы с кем Чё, это что, разговаривал. чеканок? Здорово, Мага. Тут чеканок, если что. Ты имею в виду тому-то тоже такой же вопрос. Я тебе дам такой же вопрос. Я тебе такой комментарий напишу, а? Вопрос. И отвечу тебе на твой вопрос, ядрёный вождь. Да. Тоже красавец зеленый Кавасаки. Да, Кавасаки зеленый красавец. Это как бы, да. У Бля, в них это 30 тысяч уже евро. Ой, цвет Кавасаки, не знаю, 96-го или 98-го года они начали вели его. Кавасаки зеленый остался. Но вот на новых а, моделях последние 3-4 года они начали добавлять туда металлик, он такой стал темный, это на любителя. Именно вот этот Кавасаки, который показывал я до этого, он остался вот этим именно боевым цветом, который, мгм. в принципе, чтобы его узнавали. У него, опять же, Да, да, это уже именно вот бренд. эта боевая машина, вот этот Юник. боевой цвет для меня узнаваемость в первую очередь. Это как вы Хонды они знаешь, больше бело-красные, да? Они бело-красные такие Хонды. да, да, красный, синий, там как русский флаг, короче, есть. Бело-красный, синий, да. Да, сейчас они потом начали какие-то в каком-то году делать с маркой Repsol рекламу. У них было оранжево-белый Honda CBR. А, И, да, да. соответственно, для меня вот эта вот зеленая боевая раскраска, она для меня сравнивается, вот как вот возьмешь Феррари. Феррари Да, красная цвета. красное. Да. Все красное. Если Да, Феррари красный, то есть Kawasaki вот этот зеленый, да, то есть да. Мерседес какой-нибудь Е-класса, он серебряного цвета. Серия, Вот у каждого да, какой-то цвет с какой-то у меня определенной маркой связаны. Ну, это да. большинство людей. Это Это какое-то действует маркетинг. на человеческое подсознание, на вот эту психологию, соответственно, Маркетинг чтобы узнаваемость, да. узнаваем, да, 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 да. Так что вот черный, там какая-нибудь там семерка BMW Урал, черная. Урал.
Урал вообще как вот грязного цвета, потому Урал, что... Урал у него такой вот цвет, как вот эти армейские вот эти грузовики там, да. У нас Урал берут байкеры немецкие, они еще камуфляжем его делают, он как военный такой, знаешь, как солдатов. О, Я вот Урала на сходнике видел, там на люльке ему пулемет прикрутили, вообще телега, поехали. Вообще тема. У нас, кстати, вот Уралы, из-за чего Уралы славятся? Потому что там же, и как бы BMW же пошло от Урала вот этого всего, боксер, вот этот мотор, да, вот эти вот поршни, вот так ходят, да. И, соответственно, вот эти Уралы, я даже вот у нас один есть кто-то в Германии, вот в нашем городе живет. Он человек, я не буду, нельзя сейчас, мне сейчас камеру нельзя говорить, где он работает, но он, короче, на своем мотоцикле с подружкой, уже лет 7-8 прошло, он в Россию поехал, представляешь? да ладно. Да, и он доехал на мотоцикле в Россию, он мне город говорил, я забыл. Он реально вот свалил где-то тысяч, наверное, 5 или 6 туда в одну сторону, представляешь? И На опять, Урале. и назад столько же, на Урале с люлькой. У него Жестко, там слушай. подруга, короче, все дела, они там вещи, Хорош. вещи, вот реально, вот туризм, понимаешь, такой на Урале с люлькой. Прям с Германии, вот с нашего города, он туда уехал, он мне еще такой, все, я поеду, а уже прошло сколько лет. И он реально поехал, да, это вообще было. Я потом назад вернулся, такой, говорю, о, живой, говорю, тебя там нет, самое. Он такой, не, говорит, класс, говорит, там красота такая. Я говорю, вот видишь, а немцы думают, что здесь до сих пор еще там, ну, типа в России медведи ездят на велосипеде, водку пьют, а на самом деле это нет. Ну и как бы самому надо побывать, что-то толк рассказывать. И вот он съездил вот на мотоцикле туда с подругой. И это было для него, вот это было для него приключение на всю жизнь. То есть у него вот эти вот все вот эти вот, что он здесь по месту ездил, вот это вот все байкерское, вот это вот детский сад, да, он туда съездил, он говорит, ну, он говорит, подвел, говорит, генератор, я говорю, ну, техника русская, там все бывает, и зато она сделана так, что можно и в поле отремонтировать, на чулках поедешь, да, он такой, говорит, там, типа, генератором мы сделали, там, щетки протерлись или что, и все, и чесал, представляешь, ну, получается, что-то в районе 12 тысяч километров, да, Вот. путешествие. Вот Ну, это, это надо быть прям... Это надо гореть, жить этим. Это прям надо ну, у хотеть. него как бы отпуск собрался, да, собрал копейку, там, запаковал вещи, которые он считал нужными, и поехал. Представляешь, вот так вот, ну, я вот всяких людей тут встречал, и вот я того не зову, я его уже не видел, наверное, год или два, я вообще его не видел. Не знаю, он еще там работает, нет, может, он уже пошел там на пенсию, может, уже пошел. Ну, в то время он такой еще такой, ну, такой, ну, мужик такой сам крепенький, да, При делах. При волос такой, делах. с косичкой, волос такой еще такой, ну, байкер, но это приехал такой, я такой, ничего себе, говорю, кто-то на мотоцикле на таком едет, это мой, говорит, это мой такой, да, и он потом на нем съездил, да, я говорю, я вот здесь их вижу иногда, они у нас в воскресенье ездили, да, мы поехали в зоопарк, я встречал парочку с Люлькой по дороге, ну, они так выйдут, знаешь, раз в месяц выехали, там, прогрели там технику и загнали в гараж, да, он как новенький. У меня вот так вот хороший Не, знакомый наверное, меня если с отреставрировал, у него меня хороший знакомый урал. перекрестились, слава богу, что живой. Да, 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 да. Нахер я его купил? Ну ладно, ладно, пусть. Не, ну что поделаешь, что вот так вот, вот так вот и живем, как говорит, вот так и живем, да? Да, вот так и живем, Да, пурум-пурум. вот так вот и живем, пурум-пурум. А вот он, кстати, да, пурум-пурум. Если вдруг Веном присоединится, или он уже с нас послушивает, или будет посмотрит хоть чуть-чуть повторчика нарезку, то выздоравливай, не чихай, не кашляй, хватит. Дружище, поздоравливайте. Оно Манго, тебе, оно тебе не надо, никому не надо. А кто не успел сделать прививки, не делайте. болейте. Вдруг Ах, поможет. берегите себя, берегите своих близких. Берегите себя, да. Пейте чай с медом. Я сегодня там меда им дал, там в Всего Дискорде. подходите с головой. 2 раза подумайте, нафиг это надо. Да. Ну, Подумайте 2 раза с головой. не следят большинство 2 раза здоровьем руку сразу, а потом помочь. уже тяжело. Вот, короче, C H2 и есть еще SX потом будет. И вот этот байк я видел вживую пару раз, но на нем мне еще не удалось ни разу прокатиться. Есть интерес определенный. Мгм. Ну и с другой стороны, как бы страховато чуть-чуть, если честно. Но он Да, как бы, ну, видно, что он агрессивный. да ну у него 200 лошадей. Оу. У него в нормальном, просто в Слушай, нормальном оригинальном состоянии 200 кобыл. И он э, прям, он тоже лютый по-своему, да. мое Я вот, почтение. да, я на 900 ездил, на Kawasaki C900, то есть он выглядит C900 почти как этот, чуть-чуть так поуже, да, ну, там у него было, наверное,
килограмм 30-40 легче он весом, но там лошадей меньше, там лошадей на 900 120 или 125, я сейчас не помню. Вот тут, кто знает, может напишите в чат. Но я на самом деле сейчас не помню. Мне кажется, где-то 125 лошадей. 900 это глушный мотоцикл 1000, да? Ну и, соответственно, он Так, ехал Алёш, 900, прости, мне надо ответить по телефону, ты рассказывай, я тебя слушаю. да, 900 он так жировал, как и мой. А это получается та же техника, но вот 200. Аж 200 лошадей. И, в принципе, довольно-таки неплохой турист. Naked Bike. И у него как бы компрессор его поддувает. Как вот есть Мерседесы с компрессорами, а здесь получается у нас Kawasaki с компрессором. Так, с чатиком. К сожалению, 2018 года пошли количество, а не качество. Да, я с тобой абсолютно согласен насчет количества, не качества. Это даже не 117, я бы сказал, раньше. Это, конечно, жалко. Но у нас такое время пошло все, потому что все это быстрее, 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 быстрее. И всем надо, вот эти потребности выросли. То есть раньше, когда там ждали, ну, делали больше на качество, согласен абсолютно. И мне из-за этого я до сих пор еще уважаю, что авто, что мото, именно вот эти, которые постарше, потому что еще делали в определенные года технику на качество. Я как бы иногда вот думаю, блин, лучше что-нибудь такое взять, которому уже там 15 лет уже проверено, и временем технику подремонтировать и ездить. Мерседесы такая смешанная тема, да, к сожалению. Веном красава, мне помог с шапкой. Да, так класс, почему нет? Ну, сказали, как бы, чем сможем, тем поможем. Обращайся, только за. Ну, как Да, вот бы, только я вот не все никак не могу добраться до маги, чтобы настроить ему ОБС. Вот. Но ничего, я доберусь, я с ним уже созванивался, вот, я ему звонил, говорил, да-да. я про нее не забываю, просто действительно очень сейчас со временем прям у меня очень сложно. Веном не смог разобраться. Мы тут сегодня, вот, если ты заметил, мы пытались пару раз тоже, у меня тут проблемы были. Кто-нибудь из вас сможет да мне настроить OBS, авторолики снимаю, и слышно звуки от клавы, но желательно хотел бы звук игры и мой голос только. Да, вот это вот, я об этом, кстати, на днях думал тоже. Вот у нас сейчас насчет звука-то одно, у тебя здесь микшер аудио надо посмотреть, может где-то звук один заглушить или скрыть. Да, Это как бы полбеды. И плюс еще в настройках аудио посмотреть. У нас тут была, у нас проблемы со стримом были тоже, и как бы мы но крутили, вертели. Но ушли. это все решаемо. За это даже не беспокойся. Что-нибудь придумаем обязательно. То есть я сам OBS тут вот как бы еще зеленый, но уже начинаю в настройках ковыряться, не боясь, что-то там тренируемся. Вот Чеканок Правильно. много помог, да, в свое время. И говорил, я первый раз, когда вот поставил вебку, такой, и что, говорю, как стрим включаем, да, он такой, о, надо OBS, я такой, о, знал бы я вообще бы не начинал. А сейчас уже 8-й стрим, и вот сегодня у меня прям такая бомба, как вот, как будто в первый раз сегодня, да, хотя вот последние вот 5-6 стримов прошли прям вот так, и вот так, а вот сегодня вот так хлоп, и Так, это как тоже почему-то наша Олич. платформа, где вот мы как бы желаем стримить, она что-то нам сегодня сказала, не, ребята, вы как давайте сегодня без меня, я это не хочу. Ну да, было Вот жестко. что-то у нас не пошло, Было жестко. Но мы пошло, справились. да, у Да. нас пошло что-то не так, к сожалению, но в принципе прорвемся. Просто, блин, обидно на других как бы каналах нас, как бы на меня тоже начали смотреть, там, может быть бы кто-нибудь или нет, я даже не знаю, но теперь уже ладно. Да, найдем Так, спасибо, аудиторию. бро, говорит, если что, Веном знает, как со мной связаться. Да, блин, свяжемся с тобой. Если он сказал, в Дискорде есть там, да, то, конечно, свяжемся, разберемся, потому что это все можно будет сделать. Там, тем более, звук как-то, да. Ну, Миша, я потому что микшер аудио сам некоторые вещи выключал уже, тут я уже теперь убирал, добавлял. Первые 2 раза боялся, тут стер, потом не звонил, тут я 2 дня сидел, потел. А сейчас вот уже все поднастроил под свой этот самый этот лад, как мне нравится, поменял. Это все делается, это. Как удобнее, так и Да, делайтесь. теперь у меня уже тут из заставок понаставил. Это все будет, не переживай, все хорошо. Да, все Тем, сделаем, он.
Да, тем Ну, более, кстати, есть несколько, то есть OBS это одна программа, а есть еще одна или две, которые, в принципе, посложнее или попроще в настройках, в работе. Но как бы, если, я думаю, с одной разобраться программой, они все в Чья чем-то драйвер, извини, мне надо что-то, позвонить. да-да. Эти все программы, они в чем-то идентичны, да, то есть все нормально. Я думаю, проблем с этим не будет. Так что не переживай. Мы что-нибудь придумаем. Ай, в наше время, когда вот такие вещи смотришь, аж прям вообще. И вот один сделали от фильма Бимота. Вот такая красота. И сделали ему прям такой фарверк новенький. Все. Тут у него вилка это не вилка, это все наоборот идет. То есть вилка здесь вверх ушла, а вот это получается здесь тяги сюда идут. Там и вот эти тяги мне напоминают, как скутер был Peugeot когда-то в свое время с тягами. И задняя у него прям, как она называется по-русски, я даже не знаю. Вот это вот, или колесо держит. Что-то тоже необычное. Облик взяли от Kawasaki H2, H2, то есть переделали чуть-чуть. И это что-то будет с чем-то. Ну, красиво очень выглядит, но очень дорого будет стоить. Вот именно здесь в плане, сказать, амортизации, в плане вот этой вот подвески, я думаю, из этого, то, что подвеску такую сделали, именно она сыграла большую роль, плюс вот этот весь дорогой карбон. Ура, наконец-то у меня будут нормальные ролики. Да, конечно, ролики без звуков сделаем, просто тебе также ты бы взял какую-нибудь там музыку, тебе себе сделал там, подогнал бы под ролики, то есть все делается. Вот эта вещь, которая, в принципе, уже не новая. Он выпускался с 90-х годов. Suzuki Hayabusa. И вот буквально такие вот 3-4 месяца назад они сказали, типа, ну вот что, опять давайте сделаем. Да, и вот он, и вот сколько лет не было, все тишина была. И опять как бы сделали. Suzuki Hayabusa. Есть определенные люди, которые уважают мод, ездят, кто-то говорит там, да ну он страшный, некрасивый и так далее, но это их чисто их мнение. Мне он как-то по-своему нравится, я в определенное время смотрел такие, но Ровно. что-то вот мне по моему размеру физическому мне как бы было не совсем удобно, но такая пушка как бы скоростная, то есть для него там скорость 200 это вообще крузерская нормально, это Suzuki Hayabusa. Так, Да, кто у нас там? Ой, манга, здрасте. Скушиватели, здрасте. Привет и приятного просмотра. Да, всем здравствуйте, кто только что присоединился. У нас тут сегодня настройки в настройках, перенастройках. Перенастраиваем. да. Да, и Слушай, вот, вот такие вот игрушки уже... заметил? Алло. Да-да. У меня как микрофон стал по-другому работать, не заметил? Ну, что-то было, что-то, ну, что-то с ним было. Пропадаю как-то, да, говорю, Вот, обрывки. сейчас нормально, да. Сейчас было нормально, да, обрывками какими-то. Что-то не знаю, что-то странное происходит. Да, То ли потом сегодня вообще интернет, весь день какой-то весь странный, так что завтра будем спокойно, со свежей головой завтра дальше делать да, что-то. завтра надо будет настраивать. Так, Завтра. да, я тебя перебил, там слушатель приветик написал, приветик из Да-да. Кубрика. Если Тоже что, за привет. чатом, да, я вот смотрю, да, всем приветик. Всем здорово, ребята, всем Да. здорово. Мангу уже давно слышно, вина не было, но тут и Чиканок пару не отсутствовал, и я как бы сел за монтаж, потому что если я не буду монтаж делать, то есть ролики сами по себе выходить на канал не будут. Это Михеич пришел, здорово, Михеич. печально. А, вот он, вот он, вот он. Нет, Да, ее не было. Я вопрос твой сразу же вопрос твой увидел, ее не было. не было. Но у меня есть другая хорошая новость. Если ты там увидишь в описании этого видоса, сейчас лайвстрим, зайди, посмотри, там в описании даже есть, мне кажется, ссылочка на твой канал. Там ссылочка есть на много других каналов. Но это будет сейчас минут через 10-15. Илья, привет, дай ссылку, пожалуйста. Держи. Да. Держи, конечно, в описании вот здесь. В Да, описании вот в здесь описании. загляни. В описании там очень много ссылок есть. Привет, это тоже такого. Как всем хорошо. Вот. Да, показывал до этого был
Хаябуза, который, в принципе, вот через столько лет Конечно. паузы они взяли, опять выпустили заново, и вон там что-то доработки были минимальные, и вот у нас уже есть новые, я видел парочку, и вот он опять в духе, в теме, и вот один из последних триумф, это вот как раз таки вот триумф, когда ты меня спрашивал последний раз триумф, что-то я не знаю такую марку, вот тебе еще один из триумфов, это именно байк с Англии, который очень тоже, в принципе, мощный, он уже себя показал не один раз свои качества, как бы, ну вот, молодец. Определенно у него есть свои фанаты, у него фары напоминают мне что-то такое, как вот мухи, Выглядит, мухи конечно, такие, как шикарно. глазки мухи такие, да. У него определенно есть звук тоже, мощь, все. Есть люди, которые любят, есть люди, которые его любят, уважают, ну, как бы катайтесь, как бы, каждому свое. Ну, мне он тоже нравится, но я не знаю, на англичанов, как бы, ну, они мне нравятся, ну и хорошо, они есть, скажем так, потому что у меня к ним особый подход к английской технике. Только мне интересно, у нас вот последние пару дней тут проблемы начались, там, особенно в Англии, там у них там топливо, там все дела, заправки пустуют, начинают полки в магазинах пустить. Что-то у меня с микрофоном, Как они дорогой. будут на этом мотоцикле передвигаться, если бензина на заправке нет, я еще пока не знаю. Но, в Да? принципе, если он кто-то возьмет его сейчас на данный момент, у него 1160 кубиков на naked байке, то есть у него очень мало пластика и очень много мощности. 180 лошадей, и он, в принципе, она отваливает, конечно, бодро. Да, я вам должен давать Я, давай. я больше чем уверен. Ну и вот один из последних, вот это такой убийца, у которого всего лишь 2 цилиндра, но мощности у него не отвалить, у него на 2 цилиндра 180 лошадей. Это очень много на 2 горшка, это КТМ. КТМ у нас любят такие штучки делать, такие вот шуточки. У них мало цилиндров, много мощности, у них грубый басистый звук. Семки буду кушать, Магвилен Твенин, Брахимия. Да, надо мне чуть-чуть, чатик быстренько, тут надо за ним тоже иногда наблюдать. У вас тут как Чатик, на Радио Россия совещание. Да, ну вот как есть, мы вот тут сидим, Россия плюс в руда. чат понаставили, молодцы. Все, кто в чате, давайте плюсы, кому нравится меренные минусы, кому нравится BMW. Блин, ну Я плюс-минус поставил, мне нравится. плюс-минус. Плюс-минус это на аккумуляторе будет замыкание. Как бы, ну, я даже не знаю, я просто возьму вот так вот сделаю 2 скобки. Потому что это сложный вопрос. Есть Мне любители. нравится. Есть Мне любитель нравится. одного, есть А, любитель второго. И потом начинаешь, когда начинаешь свое высказывать мнение, твое мнение кому не Мне нужно, и нравится. начинаются вот эти пустые споры. Ну да. Классные, конечно, и вот, что вот реально есть, которые вот проверенные вещи до 2000-х годов, старые Mercedes, BMW, они до сих пор, они сейчас вот как раз начали у нас опять в цене пошли вверх, начали цениться больше. Вообще, а так А вот и так, а, Мага, походу, не понял, что это я здесь сижу еще. А вот и суперчел в Ютубе он пишет. Так, дружище, здорово, здорово, Мага, здорово. Я здесь, ребята, всем огромное спасибо, что зашли. Эти аплодисменты вам, молодцы просто. о, Ну и огромное же спасибо драйверу за то, что он нас здесь всех собрал и вот мы тут посвящает нам. вот, да, проводим заседание такое внеочередное, но в принципе по этим по накопившимся видосам, я говорю, ну почему так? Видос, стримчан. Я как бы стример сейчас так на полставки, как бы, да, это я же не А, Чеканок, это вот у нас в чате присутствует, он стример на полную катушку. Ему сидеть с видеомонтажом, это прям время на ветер, потому что это занимает много времени, много сил. Но у меня... распаковка, когда рацию не выключай. Да, распаковка, уже спрашивали, вот распаковка, да, рацию не... Что? Секунду. Рацию не выключай, распаковка, когда. Да, рацию, да. Короче, нет, у нас с распаковкой другие прикольчики, то есть она будет, вот вы все как есть, тут вот эта вся группа, хорошо, что вы сейчас зашли сюда, именно в чат, туда, на канал, ко мне, заходите, пишите, она будет, только на канале, вот, который вот здесь мне тут с ключом гаечным пишет в чате, Ага. распаковка будет Вот здесь коробочки. у него будет распаковка, информация увидите в Дискорде обязательно, я думаю, Как сам, сегодня.
Самая поздняя будет информация о распаковке за 2 часа до распаковки, самая ранняя за сутки. Потому что, Да, да, как да. оказалось, мы вошли в эту всю информацию, всю эту тему, систему. Почта России сказала, ну ты это, слышь, ты там с распаковкой подожди, как бы не торопись, все будет хорошо. И вот мы из-за этого сегодня сидим, у нас все хорошо, а распаковка еще не начинали. Потому что нечего распаковывать, пока еще ему. Как бы я посмотрел в Е- отслежке трекинг этой всей темы. То есть как бы пакет на территории Российской Федерации, но не у распаковщика. Так Да, что не у меня народ, еще. как все серьезно. Да, у нас, как серьезно, мы тут сидим, тут хихи-ха-ха. Чили. Михей, вот ты бы знал нашу серьезность. Мы тут, короче, с толкача пытались стрим начать. Раз, наверное, 10-12. У меня, блин, в Ютубе оповещение о стриме было ужасно. Потом они не показывали, все замерзло. Чеканок говорит, сейчас у тебя через 3 минуты стрим начнется, а я сижу тут не в курсе, хотя у меня все началось. У нас тут вообще весело, в принципе, как бы, да, но мы серьезно. Вот про серьезность как бы нет. Илья без бутылки не Не, у нас распаковывает. договоренность, что наоборот, как раз таки без Нет, он, бутылки. он должен распаковывать на свежую абсолютно Да, голову. Так не пойдет. Потому что он начнет он с бутылкой, то начнется у него там эмоции, он начнет плакать в камеру. Нет, это слезы, зачем оно надо? Скажет, нет, будешь только пить воду без газа, все. да, да. Нет, как бы он как бы поставит там себе, на, литр воды поставь. Я вот сейчас вот тоже вот сижу ля-ля тополя. У меня аж начало горло сушить. Я вот сейчас взял прям, как сказать, добровольно, на добровольной основе тут взял водички чуть-чуть, потому что все. Правильно, Я хороший. только что узнал, что Чеканов в Хороший. стриме, только думал, что с драйвером другой чел сидит. Ну, как бы он не другой, просто мы его не вывели на монитор, то есть он там сидит на заднем фоне, но он с нами. Он как бы, у него есть гаечный Я ключ, и если что, он время от времени может там что-нибудь в чат подбрасывать. понимаю. Ты Ребят, можешь я прямо ему смотрю, задать здесь вопрос, можешь общаться. Дискорд барахлит, звук, что-то микрофон, то ли Дискорд, не могу никак понять, но... У меня уже звук ВБС набавленный прям вообще от души. У меня в рекомендации высветилось. Да, у тебя высветилось, я не знаю. Была проблема. Что у нас с Ютубом случилось, непонятно. И из-за этого у нас сейчас вот эта вся техника, что вы там видите, если сейчас вот это все работает, еще ничего не заглохло. То есть это напрямую через YouTube трансляция. Первый раз у меня опять. Всегда то, что в первый раз, правильно? А вот у нас сейчас первый раз трансляция именно напрямую. Потому что у нас что-то с рестримом пошло не так, и Дискорд. Михи пишет, ну тогда шампанское. Да, шампанское он может, в принципе, ну, в тот или иной момент выпить. Я вообще предлагаю, короче, вот насчет шампанского ты хорошо подметил, я предлагаю ему, Чеканок, ты здесь? Да. Вот, я думаю, короче, смотри, он написал тебе Михей шампанского в чат. Пошел я видео грузить на завтра. Будет, будет. Во, ставь видео грузиться и к нам приходи, что ты там. Просто шампанское, вот Шампанское, когда он может все коробки раскрыть, все да, 8, их вот их там 8 штук, все раскроет и потом может и бокальчик шампанского пропустить. да, И смотреть на зацененное, что у него там будет в распаковке. Вот да. это тогда можно. А раньше времени что-то пить-то. Очень только чистая распаковка, только чисто коробка. Вот мы ее открываем, ребят. С вами у меня челленджи к вам. Так что залетайте, будет. В Да, случае чего, драйвер будет всегда на прямую связь. Вот, будем уговаривать драйвера. Я там всякие хитрости придумываю. Вот. да. Ну, может, в следующий раз будет наоборот. То есть, если вы попадете на распаковку, во-первых, будет стоять в описании видоса хэштег распаковка, то есть в описании лайвстрим. Во-вторых, все будет наоборот. В кадре будет сидеть Чеканок, а я буду за кадром. Сейчас вот именно так. Значит, вы попали на канал драйвера. Когда попадете на канал распаковки на Чеканок, тогда будет все наоборот. Будет в этом кубике сидеть он. Не, мы вообще с тобой. Мы с тобой, я знаю, что мы с тобой сделаем. Ты у меня тоже будешь там. Мы с тобой вдвоем будем сидеть. Это будет прям Вот видео. такую Насчет... видеотрансляцию, то что ты сделаешь? Конечно, я тебя подрублю и все. Ну это, Вдвоем. я бы шапку снял, да у меня нету, это честь. Тогда давайте. Или Пепси. Тут, короче, скушеватель молока хочет попить.
Слушай, ну Да, молоко пить, в принципе, дайте ему проблем стрим. нету. Пошел я видео грузить, завтра разбираться с качеством. Ну, ничего не понимаю с качеством картинки. А что у тебя? Мы в последний раз вроде бы что-то разговаривали. Что у тебя там картинка? Что, сдавливает сильно качество или что у тебя там такое? Какую программу делаешь? Непонятно. Молоко можешь пить или пепси. Но пепси там сахара много. На ночь глядя пепси не надо. Если попьешь пепси, попей обязательно после пепси стакан воды и почисти зубы. Самое классное. Не, самое лучшее это тебе скушать пачку попкорна, короче, кушай попкорн и наслаждайся. Блин, мужики, я попросил жене дать мне что-то Бля, мясное. Она дала Коля, мне сгущенку, кажется, типа, чтобы голод пока удалить. Нифига себе, после сгущенки не голод удалить. Там одно может место склеиться. Там вообще же, там же сахар же, это же прям дичь. Вдвоем так. сделайте транс и все. Ну, блин, двойной стрим получается. Да, кстати, вот шляпу сними, вспомнил фильм «Кавказская пленница». Ну да, я вот... Он, короче, когда будет это самое... Он-то должен быть в трезвом уме, а я могу взять вот этот, не знаю, что-нибудь, и он откроет, а я такой чпокс. Не, а тогда скажет, туда нам надо плюс 18 стрим делать, так не пойдет. Дети будут смотреть. А у Я меня и буду, так. я буду распивать вот чисто вот прозрачную водичку без, как это называется, блин, газики. Не, Да, не, прозрачная вода без газа. Содовая. не газированная, да, виски содовая, да, Мартини не сбал. Ох, мартини. Не, уже я же тебе не сидит, Джеймс Бонд, чтобы мартини пить, шляпу с ними. Да, попкорн тоже, да, да, вливается в видео, блин. А вот это, конечно, обидно. это хорошо. О, нифига себе, 283 уровня. Представляешь, попкорн съел, и на 3 уровня повыше. О, у тебя же 279 был на днях. Только Кого? 280, сейчас поставим на 283. Это Да, вот какого уровня? От чего это уровня? Вот объясни мне. Вот... попкорн ему даешь в чате, и А, у него уровень. Вот смотри, допустим, он любит китайскую лапшу. Раз ему китайскую лапшу на сварить, тебе. понял? Вот. О, я, кстати, доширак тоже люблю. Доширак это вообще еда богов. Потому что вот надо, чтобы мозг работал, надо чуть-чуть себя в бедном этом придерживать, и тогда у тебя идет. Да, Вот это вот все, знаешь, как оно называется правильно? Ну, давай. чтобы жир в мозг не заплыл. Да, вот когда начинаешь жирком обрастать, не то что мозг, а весь, то все. То есть ты расслабился, у тебя вот этого всего нету, вот этих вот эмоций нету, фантазия перестает работать и вот этого всего остального. И это вот Зажрал. зажрался, да, говорят, да ты зажрался, как такие говорят себе. Да ты, что ушиватель там, у тебя до сих пор еще 283 уровень. А Ладно, укус. Видишь, он смайлик поставил. да, вижу. Кушай. Ням. Ой, Всё. знали б, как мне дался тяжело этот стрим вообще начать. Так что, ладно. Короче, кто не был на днях, не смотрел мой последний видос или последний стрим, где мы опять же вместе с этим человеком обсуждали там пару вещей, заходите, посмотрите. Я сделал сегодня плейлист, где будут небольшие видосы после стрима. Угу. Супер. И такие видосы, они будут намного быстрее делаться, потому что мне надо будет просто видео брать и вот так это как ножиком для суши. Я буду О, быстренько она будет все это делаться, продукция это вся, да. да. Но как бы те первые стримы, там 6-7 стримов, это уже все, поезд уехал. Я их не буду повторно ничего скачивать, потому что у меня еще материала на монтаж хватает чуть-чуть лета. Угу. И как бы если вдруг не хватит, у меня вот еще есть стрим на замену, как бы я буду чередовать, что мне надо теперь материал с лета растянуть, потому что я не знаю, до Нового года смогу я еще на Кавасаки выдвинуться на улицу или нет. Погода началась непонятная. Это вот одна из болей, но я такой, ну а что, почему бы и нет? И вот, чтобы вы были в курсе, сейчас Раз, стрим сейчас слушай, записывается. 85. Видишь? 2 уровня еще получил. Да. Стрим сейчас записывается, короче, так что от этого стрима я сделаю, может, через недельку, может, через пару дней уже будет какая-то нарезочка. Ну и, соответственно, эти будут такие небольшие клипы, может, какие-то интересные, веселые моменты, может, нет, я не знаю, это буду уже я решать. Просто вот так вот, такие интересные факты после стрима, чтобы голову себе не забивать вот этот двухчасовой болтовней, который мы тут сидим, чирик, чирик, чирик. Кто не успел, тот опоздал. Но, в Да. принципе,
мне кажется, так и написал в описании, если меня потом кто-то может поправить, если кто-то что-то другое видит. То есть, э, чтобы не смотреть именно 2 часа, там я буду делать мелкие клипы, и, соответственно, там будет пару вещей, пару информации, что проходило у нас здесь, какой был движ на стриме. Ну и, соответственно, это как бы будет клип такой. Я думаю, в районе 5 минут это все сжать, максимум 10, посмотрим. Потому что, ну, я не вижу смысла большого в этих громадных 30-40 минутных роликах, только если у меня нет на это информации, реально прям много информации, что я уже не могу дальше, что у меня будет как раз таки в следующем ролике. Я сейчас сел за монтаж одного большого, и там, мне кажется, тоже не получится меньше 30 минут, потому что тогда я вырежу просто все тупо самое интересное, и это не входит в мою заложенную как бы идею, да. Мгм. Соответственно, как этот ролик выйдет, это будет как раз таки вот напрямую связано наконец-то с мото опять по тематике изначальной, и он будет уже большой. Для меня большой, то есть для этого канала, который находитесь сейчас вы, то есть обычно там ролики поменьше были. Если будет что-то связанное со скутером, оно будет все так коротко, быстренько информация, раз, следующий. Это намного быстрее, проще посмотреть, потому что я изначально сам тоже еще сперва мелкий, посмотрел быстренько и выключил. Вот это вот такие большие, обширные, это как бы относится все на второй, третий план. Но иногда нельзя сделать его коротким. Ну вот, будет так, будет и так, то есть будут мелкие клипы, будут там, побольше клипы. И еще между делом вот такие двухчасовая болтовня. Так, скушеватель там опять в чате. Ну, справедливо. А какой бюджетный мотик купить можно? Ну, какой мотик бюджетный? Во-первых, если в России проживаешь, то, соответственно, этот мотик будет производством с Китая бюджетный, или это будет старый японец. Это будет бюджетный, как бы, да? Во-первых, я не знаю, какой у тебя бюджет. Запись есть, запись есть. Я думаю, если опоздали, можно тайм-коды создать на тему разделить в комментах. Да, ты все правильно думаешь. Я так и буду делать. Я в стримы, которые уже были, я там тоже так буду делать. Тайм-коды расставлять, это раз. И плюс еще плейлист нарезка, напоминаю. Чеканок, ты еще не ушел? Нет, конечно, ты А, тут что? замолчал там, главное не спи. Если будешь храпеть, я тебя Нет, разбужу. я вообще-то не сплю, я тебя слушаю. Ты так говоришь, так клево, я тебя слушаю, мне по кайфу. Да? Ага. Блин, а я такой, знаешь, такой в один прекрасный момент такой поймался на мысли, что я здесь оказался один. Да ладно, ты сейчас прикалываешься. Не, дружище, я с тобой, нельзя Короче, говорить. Но, вот это были 15 мощных байков. Я потом вот так вот нарежу. И, соответственно, как и обещал, сейчас я еще пока не ушло время. Так, переключаемся сюда. Сейчас ага. покажу еще кое-что отдельно. То есть у нас были гибридные байки больше 180 лошадей. На днях М. с байкером, с Максом, с которым мы уже не раз ездили, не раз записывали видосы, и с которым у меня опять будет видос следующий совместный. Он мне скидывает ссылочку на байк, и я такой, ну, блин, Сузуки. У меня был первый мод Сузуки. И тут, короче, как бы мы ездим на спорт-туристе, да, и вот сейчас вы видите на экранах синего цвета, Ой, видишь уже? ой, Вот слушай, этот ну вот сразу понятно, что синего турист. цвета гипер супербайк Гран Туризмо Сузуки, который выйдет на следующий год, где намного больше комфорта, что у него туризм в генах. Ну, как бы он как бы как вот наш Кавасаки, он напоминает чем-то мой байк. Ну, есть У немного. него есть определенные черты. Я тоже так посмотрел. Забрала. У него уже Я вот эти чемоданы. Да вот да, я думаю, с вот этими чемоданами, со всеми вот этими он будет стоить да, хорошую сумму денег, к сожалению да, или к счастью. коробки у него, конечно, дай боже. Да, вот он, вот, допустим, вот сейчас вот фотку вот так вот сбоку.
принципе, выглядит неплохо. Но вот первое, что у меня, конечно, сразу же, у него глушитель только с одной стороны. На Kawasaki 21 года тоже так же. Сейчас нету, как у меня, два горшка. Вот у меня с двух сторон глушитель. Я из-за этого и купил в первую очередь мотоцикл, да, потому что он выглядит как мотоцикл. Смотрится как. Да, вот Смотрится. смотрится вот этот оптически совсем по-другому, и при Мгм. том звук. Здесь как бы много фишек, которых нет у меня, здесь уже есть на этом мото. И есть, конечно, сразу же первых пару минусов. То есть у меня с этим мото много связано напоминаний, то есть много таких мелочей, которые напоминают мне мой байк. Но сразу же первая мелочь, которая на этой фотографии я вижу, свет. Видишь, две линзы, да? Но. И горит только одна. А у А меня, почему? а у меня обе горят. А почему? Ну, вторая для дальнего света. Слушай, И, ну там одна, наверное, как твои две. И то. Почему так? ну Как вот, некрасиво. ну вот так Согласен. вот, раньше так была проблема такая, раньше была у Ямахи, да. Вот когда у Кавасаки были даже старые байки, у них тоже было две линзы, там две фары, там два отражателя, горели оба. Мгм. А на Ямахе горела одна, вторая была на дальней, как на скутерах, да. То есть, ну это, вот он мне все нравится, я вот это вот вижу сейчас, вот, я вот, он такой тоже, посмотри, мы с Максом разговаривали насчет этого байка. Если Макс сейчас нас видит вот, или увидит этот стрим, я Да. вчера смотрел про этот байк, видео от Сузуки, знаешь, как рекламный видос. Блин, он шикарный, у него там много фишек классных. Ну, Но. он выглядит классно, но Но. буду ждать. Ну вот это видишь, вот этот цвет, вот я, Следует? Там же не следует, я не пойму. нет, я, ну то, что у меня такого, что так покупаем, типа, да, я как, ну, у меня определенная любовь к моему мотоциклу, да, как бы Ну да. некоторые фишки, которых, допустим, я не нашел в другом мотоцикле, я купил именно мой из-за этого, потому что у него эти фишки есть. И как Ага. бы здесь как бы уже много другого новшества есть, хотя мой байк это не старый, как бы, Да. но вот что-то все равно задерживает. И, ну, у меня Сузуки, знаешь, как тебе сказать, вот у меня вот что-то вот разочаровало один раз, да, Ага. и тяжело потом опять вернуться к этому. То есть, как, знаешь, Доверие потеряно, да, понимаешь? доверие потеряно. Вот доверие потерялось в тот момент. Вот сейчас я на него смотрю, вот это что-то такое, да, знаешь, потому что вот 10 лет назад у Сузуки было, ну, кто сейчас смотрит, ездит на Сузуки, ну, не обижайтесь, но это было не в тему, как бы, да, не в то место делали они. Паршиво это было? Это было паршиво, драйвер? Ну, это как-то не так было, вкуса мало, там много всяких таких вещей было непонятных. То есть, когда другие старались сделать что-то красивое, удобное, у них было все некрасивое и неудобное, да? Так, А, мягко скажем. И вот этот байк мне напоминает реально мой, у него много-много-много вещей похожих, как вот у меня, именно Kawasaki именно. То есть у меня только чемоданов нету, а так у него много что. Здесь, конечно, здесь у него ходовая часть, то есть вот эта амортизация от определенной другой фирмы. Тормоза я уже отсюда вижу с фотографии Brembo. Это уже прям сразу плюс. мгм. Сейчас Тормозные диски. у нас, кстати, вот как обычно я делаю, тема бонус, да, вот эта тема я не писал в описании. А, Э, Плюс, да, тормоза у него четкие, плюс у него вот эти чемоданы в задние кофры, да, они уже здесь побольше на пару литров, чем на Kawasaki оригинальные. О, пару литров. Отлично. Да, ну для мототуриста как бы тебе каждый Да. литр, каждый миллиметр на счету. То есть, если ты можешь там, допустим, положить на полноценный шлем, плюс еще какую-нибудь кофту или там какой-нибудь штаны против дождя в этот же самый отсек, да, то есть уже плюс. Там, ну, есть свои плюсы. И здесь как бы я так на него смотрел, там, ну, что тут такого особенного, знаешь? Ну, вроде бы как бы, ну, мотоцикл как мотоцикл, да? Ну вот М, пару вещей они сделали, в принципе, прикольными. Я имею в виду в плане того, что у него как бы э, мотор, допустим, да, у него там определенная как бы вот этот пик мощности у него есть, то что прям ты у него уже будешь балдеть именно от этой
мощности, то есть тебе не надо будет его выкручивать, а у него намного раньше уже момент есть, да, то есть ты можешь уже на пятой-шестой скорости спокойно, допустим, где-нибудь вот повороты брать, тебе не надо вниз там сильно переключаться, да. А, Ну, как бы у меня ага. это тоже как бы есть, но вот здесь именно они обещают то, что типа там тебе не надо выкручивать, то есть уже с 5000 ты выкрутишь ему ручку газа и, в принципе, атака, да. Это для туриста это уже А и О, потому что ты как бы как турист, ты знаешь, ты должен концентрироваться на пейзажах, на красоте, на поворотах, а не сидеть по коробке, там переключаться вниз-вверх, да. Как Да-да-да. бы у меня, Чем? я когда вот ездил, допустим, вот мы выезжаем там, да, с кем бы там я не ездил, я все равно направо-налево, ты можешь любого спросить когда-нибудь, постоянно вот так вот, да, все, надо смотреть, потому что сейчас я пролетел 300 километров, потом приехал домой, что видел? Ой, не знаю, да, мы 300 проехали радостные, а так еду, вот, там день замок, там иногда что интересно, просто резко поворачиваю, с меня, и вот такое, знаешь, спонтанность вот это вот, да, вот я еду, хоп, заехал там, допустим, все, надо просмотреть достопримечательность, мы же туристы, правильно? Да, конечно, надо видами любоваться, природой, вот это, а не вот быть вовлеченным в управление. Да, да, Хочешь да, раз да. О, ты слушай, скушеватель пишет, мне что-то много работы получится. Ну, как бы, да и нет. Поскольку пока это все как бы хобби делает, как бы, ну, все это нравится, как бы делаешь с этим со вкусом, надо стараться. Как бы, я стараюсь в первую очередь еще для вас. Смотрите, комментируйте, если ты насчет видосов имеешь в виду. А ты бы хотел в мотоциклетный спорт попасть? Я хотел бы, но, к сожалению, я уже, мне кажется, уже для этого уже по мотоспорту я уже пенсионер. да, А так, в принципе, просто как-нибудь будет возможность на треке просто на своем же поезде. Куплю себе еще, конечно, без обязательно кожаный и, соответственно, просто навыки самому поддерживать. Я бы хотел попасть бы в спорт именно, знаешь, какой не мотоспорт, а именно спорт в картинг. Вот мне вот этим картинг завлек. Я вот на картинге ездил не раз и показывал видосы про картинг, это было ржачно. Но там тоже ограничения возрастные, так что, дружище, кажется, ты и там. да, Только да, нет, ну картинги есть же еще и большие карты, да, то есть есть всякие разные, я согласен. На карты у нас вообще чуваки и начинают, которые карьеру реально там с 6-7 лет уже ездить начинают, представляешь, так и что. 8 лет они начинают, да, вообще там вот, ну, они под стол ходили, и вот их Да-да, они сажают. под стол ходили, у них все свое, маленькие карты, ты поднимаешься вверх, как бы вот эти вот все, которые в 20 лет становятся на Формулу-1 пилотами, они с 6 лет уже сидели за картами и набирали первые Да. кубки у них в руках были. Я согласен. Вообще исключения нет. Но я как бы в плане для себя, как бы вот приват, то есть как хобби. Я вот на карт мы поехали, допустим, да, мы выезжаем, и у нас там же как бы, вот все как на гонке, то есть у нас карт проехали, мы там эти круги, прям номер карты смотришь, и прям время все есть, да, и прям статистика, все получаешь, так, знаешь, так официально, все прям такой смотришь, ой, я там проехал 30 секунд, я там 32, 33, да, то есть, ну, гонки. Да, да, я понял тебя. Понимаешь, это вот первый раз, когда я поехал, я, че вы там смотрите, а потом входишь в азарт, и такой раз, там, пацан, там за каждую секунду, там не то, что там тысячные секунды борьба, у тебя прям вот этот Да. вот линия вот этого, да, ты проезжаешь, как фотолиния, да, вот это, да, все прям четко там, да, тысячных секунд прям время идет, да. То Да-да-да, есть мы там были на тысячи. картинге, как-то, я помню, когда картинг был внутри, там были вот эти тысячные секунды, там, то есть там самый быстрый круг там был что-то в районе там 30 секунд. Ну там просто тебе надо будет таким асом, я не знаю, да, я там когда проехал этот круг, помню, за 34 секунды или 35, я прям вот такой, да, прям аж, ты что, для меня было 34 секунды, это прям что-то. А когда там, короче, на этом же, помню, было, на этом же треке, ты делаешь определенную лицензию, короче, если ты проезжаешь там за какую-то... Тебе надо было, короче, определенное время набрать, и тебе давали лицензию на карт, у которого на 3 лошади больше. А, понял. А на маленьком треке, где у тебя карт 3 лошади больше мощность, это прям... И когда пацаны, у них лицензия была, они садились на этот карт, и вот прикинь, мы ездим все 14-15 кругов, они 20 проезжали. Просто вот так вот ты едешь, короче, круг на второй, и вот второй с половиной он тебя уже опять обогнал такой, да, прям, это прям жестко. И прям когда смотришь, прям аж прям такой, он такой, смотришь, он улетел, все, такой раз, круг, второй, и он тебя уже опять обгоняет, да, но это прям Ну, жестко. талант, как
говорится, не пропьешь. Да, а там, ну, поначалу, как бы, да, борьба, и все дела. Не, весело, весело. Это вот как раз-таки вот разгрузить мозг. Ну, то есть для меня вот что езда на мотоцикле, что карт, что прогулка по лесу, что вот мы в зоопарке были, это вот от вот этого всего монтажа, от повседневной работы, потому что работа еще несколько, и надо все вот так, пуф, надо когда-то все нажимать кнопку сброса, отдохнуть. Сегодня хотели, конечно, по-другому все это здесь сделать, все вот это вот организовать. Все вроде бы начиналось классно. Что пошло в какой момент не так, я до сих пор не понимаю, с чем это связано. Завтра это я буду решать, чтобы больше такого не повторилось, надеюсь. Хотя традиции как бы нарушать нельзя, но в этот раз почему-то тут уже даже не в ВБС дело, вот так скажем. Я уже опять от темы отбежал. Традиции далеко. Про Сузуки вот смотрю и балдею, потому что на вот этой штучке стоит уже квикшифтер. А Чё стоит? квикшифтер называется Чё это? квикшифтер. Кто понимает в гонках, чуть-чуть в гоночных байках, может он уже это слышал. Короче, квикшифтер это когда ты можешь скоростя переключать, не выжимая сцепления, как я понял. Короче, А, тебе надо в определенных оборотах ты можешь прям, короче, скорость чпок-чпок, как знаешь, как на гоночных этих байках, да. Это прям что-то с чем-то. У него тут все вот это вот стоит, вот эта вот палочка вот здесь вот такая, да. ага. Все уже получается, уже на этом моте, кроме того, что заводские настройки, плюс у него вот это вот, что ты ставишь вот эти квикшифтеры, я мог бы тоже купить себе, да, как бы поставить на Kawasaki. Ну, как бы у Мгм. меня в этом смысла нет, потому что я его использую в первую очередь как спорт-турист, а не как спортбайк. Если бы я хотел использовать как спортбайк, я бы тогда покупал, наверное, спортбайк. Мгм. А на этом как бы уже чуваки на Сузуки такие, ну, они, знаешь, в моих глазах они сделали такие две-три фишки, которые как бы ты покупаешь потом на любом другом мотоцикле как тюнинг, они тебе их поставили с завода, то есть как компромисс для покупки этого байка в данном случае. Это мое личное мнение. Кто считает не так, считайте не так. А так, Ну, в принципе, вот у него, вот, говорю, вот эта штучка, когда я вчера ее увидел, я такой, чего? Наконец-то. Многие мото, функционал. мотопроизводители только-только начали. И вот эта вот вещь на Сузуки давно не хватает. То есть на Сузуки там такой кавардак творился до недавнего времени, если честно сказать. Я не про спортбайки, я про другие все. А вот на спорт-туристе сделали именно вот эту штучку. И я когда увидел, что она может, кроме того, что сейчас вы видите на экране, просто обалдел. То есть ты можешь прям на вот этом мониторе навигатор карты выводить. Это круто. Там, да, музыка, карта, контакты по телефону звонить там, да, то есть подсоединять Об- будет сам беспроводной обал- телефон. Вот эти вещи, как вот туристу, они нужны. То есть вот это вот и навигатор, вот эти вот две вещи. Вот то, что там музыка будет играть, хрен с ним. Это можно было как-нибудь там музыку я сделаю, у меня вот это в гарнитурке она идет со смартфона, там это сделаешь, это все побочные эффекты. А вот то, что вот здесь вот как бы будет дублироваться, вот именно вот эта вот штучки, навигация, это Ну, круто. бортовой компьютер. Да, это даже не бортовой компьютер. Бортовой компьютер это в наше время понятие такое. Знаешь, бортовой компьютер это когда у тебя показывают сколько расход, температура воздуха, это у меня есть уже все, да, борт компьютера. А это именно уже, как эти называют у нас, infotainment систем, то есть даже написано в одном месте, именно новая infotainment, то есть infotainment, то есть информация, и она еще в цветном варианте, плюс вся вот эта вот тема, да, то есть Да. оптически красивая, у тебя там есть скорость, у тебя есть там навигация, тыры-пыры. И у него еще, конечно, круиз-контроль. Во. Да. Круиз-контроль на мото это круто. Ну как, это у некоторых уже давно есть, как BMW там, да, и тыры-пыры.
Ну вот Да, да. то, что вот на Сузуки, они сразу же вот здесь уже, да, вот у меня, допустим, на моей модели Kawasaki нет круиз-контроля. А вот на модели 21 года он есть. Они Уже. сразу у меня зажали. Мне как бы круиз-контроль иногда охота, чтобы он был, потому что иногда вот ты хочешь просто вот там ну, какую-то секундочку так руку убрать, там что-то поправить или что, а ты вот только убираешь ручку газа, и он сразу там бу, да. А здесь получается вот оно все. Приборка, конечно, выглядит, ну, хрен знает. Я надеюсь, это все будет классно. То есть они уже здесь как бы сделали окей, подтверждение, кнопку назад и, соответственно, вот этот джойстик в 4 стороны. И здесь уже сразу же у тебя есть круиз-контроль. Круиз-контроль, я раньше такой, да нафиг он нужен, да, как бы, ну, когда начинаешь много двигаться, в принципе, это тоже удобная вещь, я бы сказал. Но, опять же, там, на мотоцикл, круиз-контроль, вы что, типа, совсем? Да нет, не совсем. Он, в принципе, даже и нужен. И что самое классное, то что он уже будет здесь серийный, да, то есть это уже ты его покупаешь, мотоцикл, он там есть. Тебе не надо его заказывать, бежать как на Volkswagen, да. Из-за этого у нас, я могу быстренько перескочу на тему автомобилей, из-за этого Volkswagen много отказывается больше покупать в следующий второй автомобиль или третий, который много лет на них отъездили, потому что там много опций, тебе надо до сих пор покупать в наше время, это вообще дурдом какой-то. Удивительно. Да, это не удивительно, это такой маркетинг у них такой-то для меня вообще непонятно. Ну как мне как потребителю охота, чтобы было много и сразу, но это как раз таки делают наши как бы очень довольно-таки успешно сейчас в данный момент люди из Кореи, как бы, ну вот я сам как бы пользуюсь этим. В принципе, прикольно, потому что, ну, один раз заплатил, у тебя есть все. А Volkswagen пойдешь там, тебе там, представляешь, вот я был на заводе этого произведения, я тебе не просто так говорю. И Ага. каждую мельчайшую вещь до сих пор тебе надо еще в наше время. То есть в наше время можешь пойти покупать себе машину какую-нибудь там, Passat или Golf, и чтобы у тебя сзади были электрические стеклоподъемники на машине, тебе надо еще эту галочку делать в заказе машины. Мгм. Детский сад. Ладно, все, не будем Да. уходить далеко на автомобили. Э, так, это было полбеды. А теперь, короче, вот кто заходил в описание вот этого всего нашего мотособрания, сейчасшнего, с балагана этого нашего, Я байкер. у нас как собрание, не знаю, планерка, да. Так, теперь у нас получается с рестримом чат у нас отдыхает, он все замерз, потому что рестрим не работает. Да. Короче, я там понаставил ссылочек, Чеканок такой, ничего ты там ссылочек понаставил. А ссылочек понаставил потому, что просто захотелось, думаю, а почему нет, давай-ка, ну-ка. Как-то я заходил, недавно у него стрим был, он такой, там, типа, вот, там этот канал, вот, заходите, мы этот посмотрим, заходите, мы этот посмотрим, да. И я такой думаю, ну, блин, так, удобнее, я понял. Вот этот скушеватель написал, блин, может... Во, кстати, О, так, если ты еще в чате с кушевателем, может в будущем мотосимуляторы будут на канале, игры. Будут, уже один есть. Слышь, там, ты слушай меня, или может гоночки. Да, все будет, я уже пару игр скачал, вчера тренировался, пробовал. Вот как мы вот с вот этим всем балаганом со стримчанским разберемся, чтобы все это нормально работало. Все это мы обязательно покажем и расскажем. То есть такое реально есть в планах, чтобы поиграть. Я это все пробовал. Квитшифтер не знаю, что такое. Ну, в гугле напиши, что такое квитшифтер, узнаешь. Потому что это в принципе, квикшифтер знает, кто любит погонять на байках. Это мототехнологии, там, это все связано с мотоспортом, да, по большому счету. Так, ты меня видишь, слышишь? Хорошо? Алло, алло. да, да. Вот сегодня мы с человеком общались, у него было 888, сейчас у него 903 подписчика. Да. Прикинь? Это во-первых. Во-вторых, смотри, у него на последние 4 видоса за 4 дня, смотри, как выросли, блин, просмотры. Да. Вот сегодняшний видос, который он такой, о, как много посмотрели. Вот мне он понравился, почему нет? Да ладно. И Я много, и много кому он еще тоже понравился. Я уже видел подобные вещи, так что я его сейчас просто включу так вот. Если я надеюсь, он не будет против. татушник. Да татушник не будет. А? Татушник не будет.
Я надеюсь. А то я не буду на татуировку делать. Так, не, вот, короче, сегодня мы с этим человеком общались, прикольно, он, о, зайдите, посмотрите, я говорю, блин, мне, говорю, пришло такое уведомление, посмотрим обязательно. Прикольно сделал, как раз таки что-то такое в нашем этом, о, спушеватель, круто, да, круто, как-нибудь в Дискорде напиши мне, у меня же там в Дискорде там это все есть, давай врубай, сейчас включу, подожди, если ты не видел, сейчас посмотришь. Я как-нибудь в Дискорде, короче, заходи, напиши мне, я тебе напишу, какие у меня уже игры есть, и где я, в принципе, планирую поиграть, что посмотрим. Я не знаю, правда, там можно там вместе играть или как. Непонятно еще пока, ну, но планы игры есть. Обязательно, потому что я как бы тоже раньше много этим увлекался, ну и сейчас думаю, почему бы нет. Вот иногда, может быть, между такой вот тематикой разбавим что-нибудь такое в гонке, поиграем, порубимся здесь. Потому что зима длинная, время есть на стримы. А если погода будет плохая, то они будут еще чаще. Да. Ребят, на канал подпишитесь, ебаный сыр. Мы же вроде договаривались, Еще да, что блин. подписка будет оформлена. Почему ее до сих пор нет? Почему кнопка-то не прожата, блядь? Не надо вот этой вот хуйни, блядь. Да. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, Не надо. лучшее, конечно, впереди. Там зашли. Вот такой бас, да? И упирается прямо в небосклон. Каждому лучшее верится. Это что за игра? Это Counter-Strike или что? Да, это Может, мы обидели кого-то зря. Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Дальний путь стелится. Нормально, Упирается прямо в небосклон. Каждому лучшее верится. Катится, слушайте, там науку. голубой поток бежит, да? Я уже звук убавил чуть, потому что прям бас. Ребята, Зачем же этот день кончается? Пусть покинутся сами есть, но вот нам это скатертью, скатертью, дальний путь зря. и упирается прямо в небосклон. А так что делать? Да, басуха, что это басуха, класс. Ты что поставил сейчас этот? Ссылочку, да? Ссылочку, да, на... Да, канал. поставь ссылочку. Ты ему отправь еще, что мы смотрим тут это. Ладно, теперь уже. Короче, Я- человек да. вот такую штучку сделал. Думаю, ну блин, я такой, знаешь, я говорю, это все у меня, ну почему бы не показать как-нибудь, и думаю, надо что-то такое придумать. Потом у нас еще есть еще один студент, у нас вот, ну, боремся, вот у него сейчас только плюс 7 подписчиков за неделю. Но Да. ничего, все это все как бы в будущем, да? Сейчас я надеюсь, ты уже видишь это все. А нет, еще не получилось. Еще это все. Толкнем и пнем его канал, ребята. Толкнем и пнем. А что нам делать? Вот, сейчас видишь? О, виномчик. Да, виномчик. виномчика. Можешь ты, короче, поскольку ты у нас с гаечным ключом, ты прям сейчас в чат прям ссылочку его канала можешь бросить? Конечно. Хотя нет, в описании канала, в описании видоса. Канала, ребята, заходите в описание. Всегда чекайте описание, ребят. Заходите, смотрите. Это занимает каких-то там несколько секунд, но в итоге вы просто найдете что-то. Да. Найдете свое. Ну, Это- что-то уже будет Это интересно. вообще тебе там тихо стал тоже. алло. Это не сложно. Ссылочка в Алло. чате. Кричи в микрофон. Да, все, там в описании я поставил, там ссылочки. Я думаю, мы сейчас это все и посмотрим. Так вот, более-менее таких вот он, короче, он играл. Для меня некоторые игры были вообще непонятные. В один прекрасный момент Чеканок, короче, пропал на пару дней. И потом такой я включаю, а у него такой бам! Первый стрим. Смотрите, с чем. Бунду? Вот именно с этой игрой. Да. С чего все начиналось. Я вот эту игру, когда увидел, когда Чеканок играл, мы, мне кажется, с ней познакомились
Еще вот я смотрел, у него была трансляция, мы познакомились через контакт, там еще этот Геншин, все дела, и вот, пожалуйста. И вот тут сидит человек, который пурум-пурум, Да? время от времени что-то он опять начал вот это вот такой захват экрана делать, хотя у него же хромакей есть, как Может бы. быть, свет, возможности. У меня все там на свете подвязано. Да. Вот, ну, смог просто свет включить и все. Как-то так. Ну вот он играет, Угу. и иногда не один играет, как вот здесь видно. Паркс есть, все остальные есть. И мы принимаем участие, Так в принципе, ему. непосредственно там заседаем. Да, Вот он вот. сейчас там заболел чуть-чуть, так что желаем выздоровления и того и сего. Так что Так. выздоровеем мы, чтобы все вместе там, как бы, ну, в будущем опять играли. Хватит уже кашлять. Непорядок. И вот такие вот делишки. Это вот один из таких вот. Сейчас мы еще. Я еще включу. Это только начало. Я такой думаю, почему нет? Я вот увидел вот это, он такой, о, так, у нас этот есть канал, этот есть канал. Сейчас я вам тоже буду также вот показывать каналы, которые вот какими-то вещами меня так или это как бы заинтересовали. Путь. Еще один канал. Да, его, кто там канал? Сюда его, клади у нас. Геймер профессионал. Короче, пипец, меня там, что там у тебя? Пинает и да, да. Не, нормально все хорошо. Это же игра была, это же БХ, там все нормально у вас там. Вот с человеком познакомились, ты его показал как раз, сколько, наверное, неделю назад, чуть больше, да, неделю? Да, да, где-то. И вот я смотрю его фильмы, вот уже красная линия стоит. Мгм. Я некоторые смотрел с другого канала, писал комментарии. И это, ну, как бы, игра мне когда-то самой интересовала раньше, Мафия. И смотрю, я просто включаю его и смотрю, как сериал, как вот эти вот, допустим, да, вот. И вот сегодня вообще до конца просмотрел. Прикольно его тоже. Вот, я включил его сегодня, на одном дыхании просмотрел, как будто вот, знаешь, отрывок с кино. Да, да. И вот именно вот эти вот вещи, у меня вот самого времени нет на вот это вот прохождение там чего-то, вот это вот. А здесь, короче, получается такой, заходишь такой, хоп, раз, все. Да. Посмотрел. Ты уловил. А? Ты суть уловил. Суть понял. Как. Да, ну, как бы суть это одно, я имею в виду просто у меня самого изначально, у меня нет на это вот сейчас вот времени там, да, некоторые игры я, может быть, как бы, ну, некоторые там покупают дорогие какие-то там, да, я бы там, играть же надо в это все дело, время надо, я еще на работе, ну, как бы, я не знаю, а некоторые я бы даже, как бы, вот я смотрю, иногда включаю игру, там люди играют, как бы, ну, посмотрел что-то, ну, потому что вот по обложке самой я бы, может, еще эту игру никогда не купил, да? Да. Вот у меня так раньше было с PlayStation тяжело, когда вот эти игры покупал, допустим, там, смотришь на обложку, там, что-то там, о, бери, там, у меня там друг, там, PlayStation прям играл, там, Xbox 360 взял, прям, вот это вот, бери ее, она вообще классно, да, там. Просто, как бы, так, профессионал. Да, вот, скушеватель, если что не знаешь, там проходятся игры на хардкоре. Да, пипец там напоминает, я там дал. Правильно, молодец. Сейчас смотри, кто что не знает, не видел, вот сейчас, может, что-то я вам новое покажу. Потому что меня вот с этими каналами познакомил вот как раз таки человек в чате, который с ключом там сидит. Он то в коробке, то нет, но он с ключом, с гаечным, как бы таким, как он. Да, гаечный ключ, мне кажется, на 16 или на 17 такой гаечный ключ у него. И вот он ссылочки кидает иногда вам в чат. Вот у меня сейчас, который там идет. И вот он меня с этими каналами познакомил. И вот некоторые вот стримы я включал. Некоторые вот тут прям в чат видно, что присутствовал. Кто на этом стриме присутствовал? Видишь чат? Погоди. А? Погоди, задержка у меня небольшая. Да ладно. Да, есть. Вот у него чат остался. Да. Ты видишь, что он присутствовал? Да. И можно почитать, что там происходило у вас.
Да. Вот, да. Здорово, здорово. Короче, видишь, ну, короче, почему это все показываю? Вот именно вот эти вот, да? Во-первых, ты сам меня с ним познакомил, это раз. Во-вторых, я бы его просто так не показываю. Просто вот по одной простой причине, мне кажется, потому что если я вот по какой-то там, ну, включаю что-то там, да, или вот он начинает что-то стримить, я зашел к нему, пишу ему, он отвечает взаимкой, то есть он отвечает, он, да, то есть там, привет, привет, он, о, здоров, там у нас происходит общение, как бы есть некоторые, которые даже не хотят ни в какую, ну, как бы, соответственно, я их и не буду показывать, только буду показывать те, с которыми я сам как бы уже проводил личное общение, да. И вот он играл игрушку, в принципе, вот ее тоже я вот эту игру смотрел, такая компания была, там их тут с 4 человек, да, и я ее тоже просмотрел, вот час 26, и она вот так прошла, прям, знаешь, как какое-то кино. Вот иногда вот так вот бывает. Да. Прям И смотришь вот, и... вот у меня получается вот геймер профессионал, я вот у него захожу сейчас, вот этот, вот он меня заинтересовал, я смотрю, говорю, что-то у него там эти игры, и вот эта фантастика, вот такой, знаешь, вот это что шоу, вот это мафия, потому что мафия, вот это вот, я смотрел фильм, там, «Крестный отец», да, у меня вот 3 части это есть. Мгм. И вот когда смотришь этот мафия, у меня были несколько игр были, которые в том же духе работали, там детективы были в том же духе, были там на PlayStation. И вот этот мафия игра, она мне напоминает очень сильно «Крестный отец» фильм. И в принципе это все туда же идет. Я просто вот, чтобы «Крестный отец» как бы не включать сейчас повторно, потому что я уже так его наизусть знаю, да, я даже на гитаре сидел в мелодии учился играть. И я просто вот включил вот геймера «Мафию» и смотрю его как вот сериал. Все. Офигенно. Ну, вот это реально тебя успокаивает, ты как-то на своей можешь. Я его смотрю как телевизор, потому что в наше время смотреть вот этот вот телек, вот эти новости, я и так сегодня говорю, на заправке цены увидел, мне стало страшно, тут нервную систему портить из-за этого, да. Новости вообще еще Задорнов был живой, Михаил Николаевич, он еще говорил тогда, не смотрите вот это новости, это все купленное, все, они там только тебе доводят, чтобы ты пошел в аптеку за таблетками. А вот, Да. в принципе, здесь вот некоторые вещи, я просто вот, я бы даже сам поиграл некоторые вещи. Я смотрю, в первую очередь я смотрю те вещи, которые я бы сам поиграл, а потом уже смотрю, допустим, вещи, которые, ага, класс, то есть он уже играет, мне не надо. Я посмотрю, как он играет, потому что мне на это просто физически не хватает времени. Да, да, сам. Иногда это, иногда фактор вот этого времени, как бы он в первую очередь оттягивает назад, но фактор еще того, что как бы, то есть время и есть еще то, что вот я бы, может, тогда даже играть не стал. А здесь как бы смотришь, то есть обложка-то одна, а когда игра идет там, то есть когда там сюжет если хороший, там что-нибудь, может она в середине игра-то интересная, но так как бы на первой стадии изначально, когда ты видишь обложку, я бы сказал, нет, такой я даже не купил. Когда ты смотришь, люди играют, такой, о, в принципе, прикольная игрушка, знаешь, вот так вот. Да, можно и зарубиться. Нет, вот реально такая вот история бывает, то, что как бы вот как-то вот так. И вот Фадей еще как бы смотрел то, что вот он стрим проводил, и на одном из стримов, сейчас я его включу, я из-за чего его, кстати, вот я смотрел, ну, начал стрим, я был еще на работе. И это был вот, у него был стрим такой, и один раз такой стрим был, когда Злая Галя стрим делала, то есть он его включил, такой стрим начался, то есть вот это пошло, вся эта игра там, да, на заправщик, все дела, я такой, чего? Ну, я посмотрел, пару минут выключил. Потом раз, сел в машину, включаю его, мы начали общаться что-то. И я домой еду, вот стрим все время идет, и он там работает, все такое, знаешь, вот это все. Вот он, коммуникация вот эта вся, да, ну, прикольно так задерживает. Я тоже его смотрел, так как бы на одном дыхании. Получается, это как бы он играл, стрим, там все дела, там, то есть он 2.44. Из 2.44 я там присутствовал, ну, как бы большую часть этого времени. Вообще не заметил, как время пролетело, да, вот так вот. Гаечный человек в коробке. Мага Гринтваген. Овер дофига минут. Да, я на фоне давно подписан. У него в этом прошлом году новогодний ночь был в стриме. Нифига себе Мага дает. Хочется еще и самому поиграть. Тоже есть ощущение. Да, скушеватель, я
Иногда, говорю, вот некоторые вещи, может быть, я бы и играл, но некоторые вещи, как бы, нет. Вот есть такие люди, благодаря им, как бы, ну, чтобы совсем здесь деревянным не стать, не отставать от этой всей темы, ну, как бы, и пускай играет, я буду смотреть. Что-то мне надо с микрофоном сделать, потому что так, может быть, так нормально? Чего у тебя смотрю? Нормально с микрофоном так вот? Да, вроде нормально. Ну, вот такое вот дело. Остальным нельзя. Вот послушаем, просто посмотреть, всё, включил. Вот Ну раз уж маленький гондоний глаз, блядь, нам покрасил всю заправку, Ой, как вовремя стенку включил, а? заправки. Ну тогда вот поебальничку разочек. Да что ты? Что? А где пропустите? Прости, племянник, но в этом мире просто нет места для благотворительности. Надеюсь, ты найдешь возможность вернуть долг, иначе мы будем вынуждены перейти. Вот иногда, знаешь, что напоминает? Озвучивает как Володарский, это, конечно. Вот эти вот озвучка, вот это вот такое вот, как вот эти... А раньше американские фильмы такие были, поэтому, да? Володарский там был, еще кто-то там был. Да? Да. Прикольно. Круто. Не, ну он вот с юмором, конечно, слава богу, нет, не занимать. Прикольно. Я как бы, я такое есть, чтобы тоже, я бы тоже такое, чтобы смог бы сделать, потому что иногда у меня такая как бы пойдет, знаешь, вот фантазия все раскручивает, можно, да, там я с определенными людьми могу такое делать, но я чувствую, ну это занимает как бы тоже время, во-первых, во-вторых, это еще и будет в дальнейшем, это, мне кажется, эти стримы тоже много будет сил забирать, ну, есть, конечно, люди разные, иногда смотришь, они там каждый, там, чуть не каждый день заходят, там, да, на работу. Но постоянность, как бы, если ты постоянно в таком духе стримить, я не знаю, тогда, может, через год и кукуха поедет, наверное, да, потому что это, ну, не каждый сможет, надо быть роботом. Это Пуха поедет, либо она уже поехала. Да, ну, потому что, ну, как, знаешь, вот, мне очень вот это все импонировало, смотрел, понравилось, как вот именно у него это все шло. Классно все было, да, и как бы дело в том, то, что это, во-первых, не сможет не каждый, во-вторых, если начнет что-то там идти не так в следующие стримы, в следующие дни, то есть у него какие-то там, знаешь, душевно, это все, она тоже переваривает, это будет человек чувствовать, и вот некоторые сидят там что-то гнут, там, то есть там не то, что 18 плюс, там надо 25 плюс стрим делать, да, и как бы я на их стримов 2 раза зашел, говорю, не, все, ребят, спасибо, до свидания. Потому что тяжело. Вот именно с ним, там, вот я помню, что вот я ему пишу когда-нибудь что-нибудь там, да, или это Злая Галя, как бы там они там мне это самое все вот это вот озвучивали, да, сразу же общение, сразу же там, да, там написал, все, назад там, то есть завязывается разговор, да, а как-то было такое вот, на днях писал другим, вообще, знаешь, ноль эмоций. Ноль эмоций. Понимаешь? И то есть дело не в том, то, что там, ну как, я вот сейчас, конечно, меня заранее там извините, я вот время от времени беру вот телефон в руки, потому что у нас программка подкачала, и я как бы не успеваю за моим там на экране, у меня на втором уже не видно. Я в телефоне хотя бы смотрю, время от времени читаю чат и так далее. Ну как бы. А там, получается, вроде бы и текучки такой нету. Вот такая, знаешь, такое, у меня такое чувство такое, просто полная игнорация. Там. Кто такой там, типа, да, я не знаю, ну, хрен знает. Ну, каждый по-своему как-то к этому относится. Я, наоборот, рад, что кто-нибудь там написал, о, прикольно, там, раз прочитал. Да, если я, короче, видел людей, у которых там миллионники каналы, у них там чат такой, там просто нереально прочитать. Все понятно. Но когда у тебя написали, там 5 минут ничего не двигается никуда, можно было прочитать, знаешь, чтобы просто ради вежливости, я не знаю, как это делается прям, да. Но в данный момент, как бы, ну, вот сколько сил позволяют, я раз такой, ага, посмотрел там, допустим, ну, вот, типа, вот, ага, Мага написал, там я его прочитал. Да, там скушеватель пишет, блин, чуваки, спасибо, что вы там пишете, да, там, иногда еще мне человек с гаечным ключом там какие-то ссылочки подбрасывает. Ну, мы с ним по микрофону здесь чирикаем, да? Да. Скажи да. Да. Скажи да.
Здесь что-то. Я так на работе, короче, достаю всегда. У нас, короче, знаешь, когда вот так вот говорят, ты говоришь, скажи да. По-немецки говорят, когда говорят, зак я. Такие, я говорю, зак я, он такие, говорю, я, типа, знаешь, как вот, помнишь, Я. фильм такой был, Джим Керри, говорит, что должен ко всему говорить да, типа, да, как я за Да, город. да, всегда говори да. Да, да. Они говорили, как я за город, как скажи да, говорит, всегда говори да. Я такой, и тоже они ничего не говорят, я ему рассказываю, скажу, говорю, да, говорю, скажи да, ему такой, говорю, зак я, он такой, я такой, видишь, говорю, такой, как бы, ну. Так, скушевать, харизма и заинтересованность нужна. Да, харизма, я надеюсь, ты имеешь в виду, что... А, вот, Чканок, я... А ты же меня уже давно еще видел в чате у Фадея. Почему ты мне об этом не сказал? Я бы тогда подписался бы тоже. Ну вот такие мы. Мы все потихоньку идем, не торопимся там, да. Ну, все как бы то есть спокойненько общаемся. Конечно, конечно. Кто Заходите, понял жизнь, тот не спешит. заходите, мы вам всегда рады. Будем рады, если вы будете опять же присутствовать все на распаковке. Мы уже сегодня 3 раза распаковку рекламировали. Дай бог Почте России здоровья, чтобы мы смогли провести распаковку. Между прочим, Фадеев Да, постоянно ребят. говорил, смысл слиться окраски из черепа Не моих напоминай мне, сейчас опять спать не буду всю ночь, блин. Я вчера всю полночи не спал. Не, это ты водички Так, всё, попей, да, водички попей, Ай. все будет хорошо. Там читать жесть у миллионников. Да, спушеватель, я с тобой согласен абсолютно. Если у тебя вот так вот чат бежит, просто вот как фонтан льется вода, да, как на фонтане, вот вода идет вниз, то есть шансов нет. Вот я вот такие знаю на Твиче блогеров наших немецких миллионников. И я сегодня зашел просто, вот когда мы здесь настраивали, мучились, я включаю Twitch, и у меня так, у него прям как вода льется. Там прочитать что-то нереально, никогда, никому. Я вот чуваков смотрел, у нас, короче, такая фишка есть, вот этих вот блогеров я смотрел, да, они прям берут третий монитор, переворачивают, прикинь, вот так в вертикалку. Представляешь? Да ладно. Ты не знаешь этого? Нет. Да Первый раз. ладно, ты чё сейчас? Теперь Первый раз. ты от темы, короче, стоишь, я тебе покажу завтра. А может и сегодня еще. Короче, у них вот этот монитор поворачивает, у них, то есть стоит монитор, и вот так в вертикальном положении монитор, и там чисто вот на этот весь монитор, то есть такой же монитор, как вот у меня, большой, берут, покупают отдельно, переворачивают, и в этом окошке чисто чат херачит в большом размере. Ты такой никогда не видел? Нет. Ну, я тебе покажу, ладно, серьезно. Я первый раз думал, нафига ты перевернул экран, как ты будешь в игры играть? А оказывается, он стример, у него там мониторов стоит 5 штук, да. Я тебе показывал на днях, где у него все мониторы поставил, у него был один пёрд, ты помнишь? Я помню, что ты показывал комнату его, но я не видел, что у него. Ну вот у тебя это ВКонтакте, мне кажется, видос был, зайди его еще раз, потом посмотри. Там был один монитор повернутый, этот монитор на чат. Охренеть, охренеть. Это серьезно, я эту фигню видел вживую. То есть, когда чат идет, вот этот, они на этот перевернутый экран делают специально чат. И стримеров, ютуберов видел. То есть, ну, я такой думаю, блин, вот когда-нибудь, знаешь, вот у меня еще компьютер у меня еще позволяет подсоединить 2 монитора. Сейчас у меня 2 по 24. Если я вот еще могу, ну хотя бы я мог бы один выше повесить так на стенку, знаешь, и там выводить еще что-нибудь, какую-нибудь картинку, да. Но это, блин, во-первых, опять же электричество дополнительно будет жрать. И это самое. да. А чуваки берут, допустим, я смотрел, вот один как-то делал тоже монтажер какой-то у меня, у него было 2 монитора, и он поставил еще один, третий, перевернул вот так, потому что когда он делает стрим, он этот монитор выводит чисто чат, представляешь? И он может сидеть тогда 5 метров от компьютера и видеть этот чат без очков, то есть ну, все видно хорошо, да? Да. Сейчас получается окошечко в чате как бы такое мелкое, да? Из-за этого я через смартфон сижу, смотрю на чат. Потому что на монитор туда даже, я его сейчас его закрыл, там основным окошком YouTube перекрыл, я его не вижу. Я его читаю чисто со смартфона, да, пока у меня, хотя у меня тоже тут уже говорит, батарейка садится, говорит, да пошел ты, и дальше сижу читаю. Да, конечно. Ну, как бы для Просто стримеров там это реальная стоит, фишка, я тебе сейчас даже покажу, подожди, ладно, мы до этого дойдем. Так, но они тоже успевают, читать некогда. Да, и вот почти уже год сделал, как я говорил, и теперь он вроде норм, выглядит без всякого грима. Ага.
Да, он, по смыл с идее, лица раньше краски с маска была черепом? Он такая. что, в краске с черепом мазал, что ли, раньше? Да, вот сзади, видишь, у него там на выпуске. Ну, это я видел. Что, он так делал, что ли, раньше? Да, он такой реально сидел, вот такой в маске, как бы. Да И ладно. да, да, ты чё. Ну, блядь. Посмотри его там, там, ну, видосы год назад, ты как бы увидишь, да? Ну, теперь ты меня заинтересовал. Теперь видишь, что я делаю? Ну-ка. А ты пока тут, пока я тут на стриме, Мага выпустил уже 2 видоса, пока мы с тобой смотрим А, мы, кстати, к тебе сейчас тоже Магу. зайдем, Мага, не 2 переживай. видоса по Я же на 20. тебя подписался, мы к тебе сейчас тоже зайдем. Так что Ну, идем. пока мы работаем, ребята тоже в работе, все работают, делают движуху. Ну что, мы тоже работать будем. У меня уже, кстати, несколько видосов уже готовы, но я их еще не выписал. Ну и где он? Ну, Да ладно! да. И там еще и волос такой прям. Он прям так красился, что ли? Ну, грим. Я же тебе говорю, он раньше же Ты, ну слушай, это похоже маска, что у него там все сделано на компьютере, как этот чувак делал на днях на татушник. как татушник делал, да? Да. Как татушник. Я, кстати, об этом тоже сегодня думал, да, включить эту программу себе. Ну, я бы не знаю. Но если только ты был ребенком седым, это был такой седой ребенок. Да, ну он сделал, правда, я ж напугался, а мы там сидим тут, ля-ля-тополя, тут, короче, ребенок с нами, да? Вот как ты думаешь с ним там общаться? Серьезно. Было ржать. Вот это да. Ну-ка, что он там говорит? Понятно. 18 плюс, но, наверное, опять там Я будет. разучился. В чем твоя Ну, ебучая да, проблема, да, чувак? 100%. Загляну-ка в чуть Мать. пижарных таких, знаешь, найдется бухой чувак, Да. который доебется до Да, да, главного да, да, героя. да. О, понятно все. Как бы неохота. Но я потом, да, все равно, если нарезка будет, этого не будет, как бы таких этих. Смотрим. Так. Не выпускаем чат из этих из блика этого всего, да, так, короче. Так, что у нас там? У нас там что-то в последнее время распаковывать будешь? Слушай, ты меня спрашиваешь про распаковку? Я, кстати, об этом думал на днях. Если ты меня спрашиваешь, я что-нибудь куплю. Точнее, у меня потом попозже будут еще обязательно вещи, которые я буду распаковывать, наверное, тоже. Если что-то куплю, я, может, просто так включу камеру здесь, вот эту вебку хотя бы. Потому что я раньше распаковывал пару вещей, и пару видосов от этих распаковок у меня есть на канале. В принципе, я их Сумка у тебя записываю. была. А? Сумка. Была. Сумка у меня была, кошелек был это именно от Джо Крафтс Райдер, да, вот именно вот эта тивошня, короче, была, да, человек с Краснодара. Два раза будешь написал. Моники переворачивает, да. Скушеватель в курсе, видишь, что монитор разворачивает. Я сам, когда первый раз увидел, что монитор разворачивает, такой, чего вы там делаете, как вы это играть будете? Оказывается, они же для чата, а не для игры. И вообще, я подписываюсь на те каналы, которые играю сам, и которые мне интересны. Но благодаря я многим подписался, мне не главное, какие игры играют, а главное общество в чате. Блин, Мага, благодарю, ты сегодня у нас чат прям взрываешь. Да. Я даже не успел. Вот скушеватель Мага вообще вон одному, и вот второму, вот прям сразу будем лайкосы. Сразу. Я, короче, мы сейчас до тебя доберемся, ты там пиши. Вот, тебе даже человек с гаечным ключом тебе там аплодисментов уже надавал. Короче, сейчас мы еще 1-2 канала включим, и мы до твоего канала тоже доберемся. Обязательно. Обещаю. И вполне достаточно длинный монитор, чтобы посередине играть, справа просто читать комменты. Нет, к сожалению, дай нет, как у нас говорят. У нас говорят немцы яин. Это и дай нет сразу. То есть и дай нет. Тяжело. Фига, гример. Да, искушеватель. Я сам, мне сейчас сказали такой, чего? Это реально. Вот, если вдруг Фадеич там увидит, ну вот тебе даже лайкос поставил, да? Мы его смотрим и сразу прям здесь вот чпокс. Чат уже, кстати, это видишь, это ж как это называется.
В комментах я вот здесь. А комментарий? А коммент один, что ли, стоит? Да ладно. Смотри. Комментарий. Вот так. О, а что тут у вас? Татушник пришел, татушник. Здорово. Коммент один. Татушник, всем привет. О, короче, Татушник, вот в начале стрима был твой канал. Точнее, не в начале стрима, а минут, наверное, 15 назад. Вот. Мы его тоже показывали. Мага тоже стримит. Это круто же, что? Мага нет, мага не стример. Мага нет, он играет и на тачках там наваливает в игре. И он выкладывает эти видосы. Ты название видосов меняй, а то у тебя там стоит в названии видосов число, время и все такое. Пиши что-нибудь прикольное там, да? Ну, как про тачки какие-то, Mitsubishi валит, или там Лада боком, или еще что-нибудь там. Или BMW там, BMW в повороте багажник помял. Вот это будет смотреть. А то у него там стоит, короче, число, время до секунды. Такой, что такое? Да. Татушник, о, надо глянуть. Глянь, я включил твой канал, честно, вот. Вон, свидетели, у нас тут человек 5 свидетелей, из них 3 в чате прям активничают. Короче, посмотрели твой самый свежий видос. Там уже, блин, за 300 просмотров, а его еще даже сутки нету этого видоса как бы онлайн. То есть круто. И видишь, вот здесь вот в данный момент вот его не 300 просмотров. Здесь опять же срабатывает то, что у меня срабатывает. Я, то есть не за длину вот этого контента, а за качество. Лучше он будет поменьше, но офигенный. И вот он получился у него коротенький клип, меньше 2 минут, это прям моя тема. Я сейчас вот на канал Driver Garage, вот мой библиотечный, да, я как раз таки этим занимаюсь, то что я ставлю туда видосы, которые вот именно вот такие вот короткие, и соответственно как бы работает все дело. Так. Да, длина не нужна. Нет, вообще, длина это такое побочное такое все. Более или менее. Потому что, как сказать, ну, длинный ролик я буду смотреть у людей, у которых уже миллион, там, армия подписчиков, и которые ждут, каждую минуту будут за ним смотреть, какие-то фанаты какие-то. Да. Есть у нас люди, которые любят 2 часа ролики смотреть. Ну, для меня, допустим, 2 часа времени, если еще потерять их зазря, это будет как бы жестко, тяжело, ну, как бы зачем? А вот есть такие люди, что поделаешь. Из-за этого, ну, я вот такие контенты вот притормозил, то есть у меня то есть вот эти вот в канале Driver Garage там бывает вот они до минуты, или 55 секунд. Потолок. Больше просмотров, можно собрать время, вот эти просмотры, статистика вверх идет, все, идут дальше рекомендации других роликов. И там коротко и понятно, потому что там, что я делаю, там моя мысль, вот эта библиотечная, она не нужна, там на 6-7 минут ролик, его смотреть никто не будет, к сожалению. Портит статистику, портит рекомендацию, портит все. Я уж там не один день в этом. Вот, пишут, басуха наваливает, еще хорошо. Это нафиг длина. Да, малый, но удалый, как говорится. Да, я уже потихоньку стримлю, но скоро как разберусь с ОБС. Да, с ОБС это на будущее, говорю, ОБС, там мы вот сидим, каждый раз у нас веселье, ОБС это, она живет своей жизнью. И это тяжело. Так, еще одна подписочка с Кейс Ниндзи. У него сегодня уже 114, только утром было 112, даже 2 плюс. Вот совсем недавно мы делали стрим, у этого человека была 100, теперь у него 114. Прекрасно. Поздравления, у него последние видосы уже более-менее, они за короткое время там набирают, ну, по 20-30 просмотров, но это все еще только начало, потому что я могу сейчас вам быстренько вот так вниз крутануть. И вот у него тут, который видосом, допустим, 7 месяцев, там за 200 просмотров, у него есть видос 7 месяцев назад делал с BMW, 3600 просмотров, 11 минут ролик. Понимаешь? 11-минутный ролик, 3600 просмотров. Это прям, если у него там хотя бы удержаемость там 2-3 минуты за ролик, это уже круто. То есть вот этот ролик BMW-шный подкидывает другие. Вот этот ролик, он подкидывает другие ролики. И, соответственно, пойдут рекомендации, соответственно, будет весело. Так, вот сюда вот, ребятки, вот сюда вот залетаем, подписочку как бы делаем, да, мозги не ебем.
Да. Ты там, Сказал, что вот уже это, но ты сейчас какой положил вот, последнюю ссылочку? Скетч? да. Так, короче, поехали дальше. Это Мы на нем долго останавливаться не будем, мы его уже 2 раза показывали. Так, геймера показывали, Фадея показывали, Татушник, Веном. Так, теперь у нас, кто у нас? Как вы думаете, кого сейчас я покажу? Чей канал сейчас высветится? Ну-ка, быстренько. мой. Ну так Стопудово мой. так неинтересно же. Зачем ты так говоришь? Так же неинтересно. Я, Я блин, залезу везде. я, блин, спрашивал, думал, вдруг кто-нибудь. Мой. Конечно, твой. Может быть, твой Конечно. второй? О, топ-чат 5. Короче, я скетчанулся. Блин, скушеватель, благодарю. Посмотри, как человек рисует. Мы ему дали идею насчет школы рисования. Если все будет нормально, может быть, он какие-то начнет уроки делать со следующего года. Я надеюсь. Потому что О, мы, блин, я его, блин, рекламирую. Уже хорошо, сейчас Чеканок его рекламирует. Но идет, слава богу, видно. Я вижу мне даже процесс. стыдно. Не показывай мой канал. В смысле? Это какое-то божество. Ну почему? Смотри. Смотрю. Прям, блядь. Вот, смотрите, давайте будем у всех мы смотрели всех видосы, а здесь посмотрим статистику. Да ладно. А вот это, кстати, интересно. Не, вот это интересный видос. Давайте, правда, будем смотреть. Давайте посмотрим статистику. Это интересно. Давайте посмотрим статистику этого канала. Что за дела? Почему у тебя здесь минус 28%? А, товарищ? Да, давай. Чё там? Чё не хватает? У тебя просмотров 21% плюс. Что это? Это что значит? 53 подписчика. Это твой канал. А. Ну это. Видал, что я могу? Давай. Это, короче, на период с 12 сентября по 12 октября, да, за месяц. За месяц. Подрос, да? За месяц. Ну, работаю. Работёга. Сейчас мы возьмем еще здесь. Ну-ка, давай возьмем вот так вот. Давай за неделю. Есть тут за неделю? За неделю? Можно статистику за неделю посмотреть? Там вообще, там все вниз. Там вниз. А вот 7 Стопудово, июля. вот. Подожди, неделю это у нас. Надо. Давай, короче, вот 30 Хватит канала с тобой. Прекрати. 6, блядь. О, нет, за неделю статистика плохая, слушай, за месяц лучше. Нет, давай за неделю покажи, что плохая. Надо за неделю узнать. 3 подписчика, 200% прирост. Видео, короче, ты что-то не выкладывал ничего за неделю или что? За неделю? А, за 2 дня, это здесь не неделя, здесь 2 дня, сорян. За 2 дня, да? Не, вот, О, Левантий, смотри, Джадой, последние Джадой, 7, Ваня. короче, последние 7 дней статистика, товарищ. Да ладно. 570 просмотров, плюс 58% прирост. А зато вот 5 подписчиков подписалось. Ну это понятно, мы видели. Отписалась? Ну у тебя же было же, у тебя же когда было 340, потом у тебя 20 ушло, сейчас у тебя опять пришло, сейчас у тебя 4 плюс, но в общей сложности за неделю как бы 5 ушло, и у тебя сейчас получается по подписчикам минус 5, видосов тоже что-то у тебя вот видишь пошел вниз. Ой, Так что тебе надо срочно скоро делать стрим, чтобы вот эту вот нижнюю кардиограмму поднять вверх. чекаток скатился. Видишь, когда, да, ты вот здесь реально скатил. Слышь? Вот здесь, вот дословно скатился, вот видишь, кто-то, вот смотри, песню помнишь русскую? Вот кто-то с горочки спустился. Знаешь, А когда вот такая прямая линия идет, это когда вот эта прямая линия идет для ютуба, это нехорошо. просто закап. Все, мы, короче, с завтрашнего дня это будешь вверх делать, скачок такой, да? Ага. Только где там... Так, какой бы мне из видосов Кого? здесь включить? Что мне понравилось от прикольного? Вот этот, наверное, да? Кого? Не надо. Что такое? Сиди, смотри, руки вверх. Первая распаковка, 170 просмотров. Так, что-то не густо, надо добавить его. Кто там один лайк вниз поставил, а? Сейчас мы его выследим. Кто не поставил? Я тут комментов. Смотри, я комментарии посмотрю быстренько. Кто тут не... Я все комментарии отлайковал все. Все нормально. Да? Так, ладно. Надо просто стрим.
Нормальный Нет, видос вы такой был. мне, пожалуйста, 25-26 час в сутках нарисуйте и давайте. Чего? 2 часа мне еще в сутках рисуете, А, 26. И ну да. все, я вот эти 2 часа на стримы. Если бы так было, все хорошо, да? Если так ладно. Вот, смотри, А какая как мне заставка. тоже Что за канал такой? Ты не знаешь? Че это канал? Че это вообще такое? Дурость какая-то. Стар какой-то супер. Сейчас какая-то розовая написано. Барби, что ли, танцевать будет? Списывай. Списывай. Короче, ладно. Вот он. 4, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, там. Малой. Забрал, Олег. Первая заставка. Это Да, человек, Давай, вот, малой, надо человек явно любит Давай, вот, давай, вот давай, БХ, там что-то забирать. такое. Маньку надо забирать. БХ? Осталось 44 минуты. Бам, бам, бам. Манька, за... О, узнаешь? Вот за этот Так, лагерь я ликвидатор, я отомщу. тебя понял, Пойди. но надо выжимать, потому что надо брать этот турнир. Блин, где катана? Где катана? Ну вот боец, да, по жизни боец, борется, бьет тут всех, Что что тут там. Иногда манга его бьют. отключилась. Ну, за что? А? Да, вон там написали, манга отключилась. А, секундочку, я, наверное, что-то пропустил, может? О, момент. Так. С мобилки сижу. О, Лефантис Жаторик. Значит, нормально. Так, у О, него это скушали. следующий кандидат, да? Да, у него улучшился канал в октябре. Конечно, улучшился канал в октябре. Просто у него после длинного стрима, тогда в 5,5 часов, у него, Вот, короче, спасибо, Ваня, пришли Ваня. подписчики, статистика рванула вверх. Потом они взяли, куда-то ушли. Это рейд от татушника был. Зарейдил меня. Да? Зарейдил меня, да. Татушник и его банды просто как лаял. Да, они пришли и ушли. Я такой, чего? Он такой говорит, ты еще мне тогда сказал, говорит, завтра уйдут. Я такой, в Да. смысле уйдут? Как? Я не понял. Как это работает? вот они Вы что творите, да? Так, так, нормалек, глянул. Ну, глянул, и как уже, что можно смотреть уже повтор? Так, а вот, короче, еще один канал. Сейчас так, чпокс. Вот, раз человек еще тем более здесь присутствует, это вообще классно. Да. По крайней мере, в чате напиши, сейчас ты здесь, сейчас в данный момент с нами находишься или нет. Если не здесь, я выключаю. Нет, вот именно с вот этим человеком, вот он сидел последний раз 5,5 часов, играл, и там как бы прирост большой не был, но как бы большие стримы забирают чуть-чуть физически, как бы, ну, морально с собой, да, чуть-чуть надо потом отдохнуть после них побольше. И абсолютно согласен. И вот Да я больной человек. 5 блядь. часов 57 минут 49 секунд. Я вот вижу вот этот видос. Сейчас я вам вот здесь он, вот здесь вот именно вот этот видос, который нам сейчас шевелится. Пощадите. Они ж не отпускают. 5 дней назад это было, да, уже прошло. Так, и вот, в принципе, прикольно играли. Игрушка, опять же, на любителя. Ну, я его смотрел, как и все остальные, в принципе, вот так вот. Надо посолить, надо поперчить. Да, ну, как фильм. Ты не понял, сейчас что, 12 ночи, что ли, уже? Да? Да Время ладно. час. Надо завязывать, короче, что-то я Время засидел. час ночи. Ты спать не хочешь? Я очень сильно. Что-то я смотрю такое на время. Чего? Я думал, у меня в глазах уже этот что-то не надо. Вот видишь, с этими рестримами сегодня что творим, да? Так, у меня уровень повысился даже. У тебя уровень повысился. 285. Короче, капец катился. А и вот надо стримить просто частенько. Ну как частенько, как бы видишь, человек только что сказал, у него не хватает времени, я согласен. У меня тоже не хватает времени, поскольку я еще на работу хожу. Но вот это, чем я сейчас занимаюсь, это как бы я начал сейчас вот практиковать. Это как бы новое, но это почему-то начинает оно мне, к сожалению, нравится или к радости, я не понимаю еще пока. Но я как бы основная деятельность, я хотел как бы монтажем заниматься, чтобы монтировать и так далее. Ну, посмотрим, что это даст. Так, да, ко мне будете заходить. Мы уже, он пишет к тебе, да, зашел, распаковка, зашел стрим. Я в прямом эфире не был, но запись просмотрел. Благодарю, фига такой мелкий. Конечно, заходим. Ого, да, вот мы зашли. И пиши в чате, что ты здесь. Да, тут. Все хорошо. Пишешь.
За большую сотку просмотров набрал. Да, я вчера тоже 5,5 часов стримил, игру прошел. Видели? Что не видел, посмотрим обязательно. Ну вот, видишь, вот у тебя время есть столько инвестировать на игру прохождения? У меня, к сожалению, нет. Я вчера как раз таки сидел до вот этого же времени, с монтажом занимался, и когда уже начал кивать головой, потом пришлось уже все это просто глушить. Я сидел, подгонял звуковую дорожку под видео, это было тяжеловато, потому что прошло уже не один месяц после того, как я записывал видос. Потом, это еще, слава богу, еще некоторые видосы подписаны как-то хоть чем-то, и забылось чуть-чуть это все. У меня максимум 11 часов был, уже Тори пишет. Кстати, да, у тебя 11 часов был Чеканок. Ты же говорил, у тебя как-то был сутки стрим, да? Да. Что-то у тебя там было такое в том духе? 21 час, да. 21 час, вот. А вот Ну, я из- видал я людей, из короче, них, которые по 10 часов поспал. видосы пилили. У тебя было 21 час, да? Да, я из них поспал. Но его удалили, к сожалению. Любил нет, трансляция сохраняется. Ну, там и поспать успел, и лекцию о борьбе алкоголя посмотреть мы с ребятами. Там, 21 час, это, конечно, прям да, жестко. 20 Ну вот у час. меня такая была на днях, кстати, идея, если когда-нибудь будет очень плохая погода, или у меня будет очень много времени, или еще что-нибудь, я просто вот так вот тоже прям вот ставлю еды Ну, здесь, 7 часов раньше у меня стримы были. То есть, попить, поесть, можно будет, в принципе, и включать его, и... Ну вот, пока вот наша практика показывает, то есть я вот 3 часа постримил, все, уже начинает батарейка подсаживаться, тяжело. но за 21 час мне не появилось ни одного нового подписчика. Вообще ни одного. Это как так? Это вот, я не знаю, но я хорошенечко вытрахал, короче, алгоритм. Вот, и через какое-то время запустил стрим, и ко мне начали приходить. Только после того я, короче, попал в рекомендации. Я YouTube уделил до хера времени, YouTube это заметил, сказал, типа, окей, тебя добавим. Вот. Ну, то есть надо было прям вот, я понял, что за длительные, короче, перерывы в YouTube, вот, приходится потом отдавать. 21 час 50 минут. Вот. За длительные перерывы в YouTube приходится платить потом времени. Вот. Потому что, ну, Не-не, надо, долго ты не надо находишься, это все алгоритм, уже. потому что это машина, вот, и надо Ну как вот это, как они алгоритм называются вот эти исполнять. вот алгоритмы, да, вот эти считают. Да, Ты долго алгоритм, не чтобы присутствовал, попасть. алгоритмы тебя не считают, в списки не вносят, в рекомендации нету и так далее. Да, вот, и после этого, короче, я начал попадать в рекомендации, ко мне начали приходить новые люди, они то подписывались, то отписывались, то подписывались, потом я попал, короче, на сервер к анимешникам, разбазарился с ними, типа, ребята, как вообще дела. Вот, эти стримеры, они залетели ко мне, увидели, что я нормальный чел, они расшатали мне нахер вообще всю статистику, они мне, они за 4 что часа, там? по-моему, они наделали свыше 400 аккаунтов, они вчетвером Это сидели, аборигены, 400 аккаунтов скушиватели. Это все сделали, аборигены, ты же они знаешь. делали подписку, писали сообщения, ставили лайк, Здесь очень вот подписывались, дерево на дереве. создавали новый аккаунт, подписывались. Короче, у меня там вообще и YouTube после этого вообще у меня заморосил конкретно. У меня вся Ну ты статистика опять, резко короче, упала вниз, ты потому понимаешь что же, я YouTube соскучился по отписал мне женскому ровно нежному телу. половину всех людей, которые было. Вот, списал там очень много лайков. Она есть. Вот, и он типа, ну, и YouTube обратил мне внимание, типа, такой, чувак, ты это, ну, ты какой-то не такой, надо за тобой следить. Вот, я так понимаю. И YouTube, короче, типа, начал за мной следить, и типа такой, вот тебе человек, и это, хоп, ко мне человечек, хоп, другой, хоп, третий, четвертый, пятый, шестой, и, короче, ко мне ребята там понаприходили, и очень часто, короче, говорил, что, типа, ребят, ну, поделитесь трансляцией, это вообще вам ни хера не стоит, то есть нажать на две кнопки, да, поделитесь с друзьями, вообще не сложно. И вот кто-то там поделился, там друзей, как-то зашли, и, в общем, так получилось, что было вообще. Но все равно, как бы, плоды есть, я как бы вижу рост, то есть мы общались, и вот я сделал скриншот, июнь или июль, 138 подписчиков. Да,
Ну, то есть это, конечно, это очень много времени занимает, сил, Да, это очень много морально. времени, я замечаю сам, у меня рост тоже есть, как бы, я сейчас у меня почти, у меня вот получается вот, сейчас сколько там уже, наверное, 170 есть, и вот, то есть у меня было 170, в да? июне Вот или в если у меня июле есть был плюс год один, канала, 100 да, подписчиков, сейчас 70 плюс, да. как бы иногда не понимаешь, иногда бывает 5-6 сразу подпишутся, ну просто некоторые подпишутся в чате, зайдут, там, раз отписались. Но это такой побочный эффект, как бы, конечно, интереснее было бы намного, когда вот люди там не то, что ну, активные, так понятное дело, они всегда хорошо, а именно то, чтобы там зайти посмотреть, там, да, я не знаю, там, ну, это мало кого. Есть, конечно, такие, которые смотрят. Я говорю, вот я вот к таким вот захожу вот геймерам, да, вот, которых я сейчас показываю, людей, я к ним захожу на канал, просто вот как вот, как ты говоришь, не разменять, а как вот говорил, развиваться, что-то другое, что-то новенькое, допустим, я захожу к ним, вот, и вот смотрю, когда вот играет даже Тори канал, у него тоже такие игры совсем другие, да, допустим, Фадеич в одну игру играет, там, да, Чеканов в другую игру играет, здесь, допустим, вот третья игра, которую вот Да. у него игры я смотрел поначалу, я тоже такой, я бы их вообще не купил, да, но впоследствии смотрю, и оно все идет как сериал. Ну, да, да. А еще есть такая фишка, короче, счетчик вот на Ютубе, да. Вот. Я очень часто, вот чаще всего смотрю на счетчик на Ютубе, сколько сейчас смотрят зрители. Если я прям вижу конкретно плюс один человек, и я прям понимаю, что кто-то зашел ко мне, и мне вот сейчас надо его чем-то зацепить, чтобы он мне написал в чат. И вот это, знаешь, я могу за стрим сказать: всем привет, вы находитесь на канале такого-то, такого-то, вот, да, подписывайтесь, ставьте лайки. Я могу это говорить, прям просто смотрю на счетчик, вижу какой-то прибав есть, и сразу говорю, типа, ага, кто там в чате, кто добавился, кто на трансляции. А ну покажись, а ну выходи, как бы, да. Ты в аналитике смотришь лайв или как? Нет, 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 прям вот счетчик на канале есть, вот у тебя вот сейчас смотрят, вот, и я прям такой, так, иди сюда, так, вот смотрю, плюс один, да, допустим, вот смотрит 4 человека общается, и такой пятый человек, я Ну, понимаю, топ-чат имеешь в виду, который. что он вот зашел, да, вот в чат, вот я сейчас на твоей странице канала нахожусь, вот, и мне показывают, типа, сейчас смотрит 5 человек. То есть я могу сделать вывод. Татушник, скушатель, мага, я и Ваня, да? Вот 5 М. человек. Сейчас, если будет плюс один, то есть, значит, это кто-то еще зашел. И вот ему надо, до него надо донести, что, типа, чувак, здорово, тебе тут рады, приходи, присаживайся. В чатике у нас тут мир благополучия. Вот. И как бы можешь написать что-то, подсказать мне. Вот. Его надо вовлечь. Прям. Его прям надо вовлечь, чтобы он... Потому что человек, он заходит, он смотрит такого, потому что у меня там, знаешь, у меня там, блин, к примеру, 4 админы сидят, все с ключами, человек заходит новенький, он такой думает, сейчас что-нибудь не то напишу, опять мне по жопе дадут, короче. А, и я как бы охренею, да, от этого. Ну, меня забанят, нафиг мне это надо. Вот. И я как бы сижу за счетчиком и типа вижу такой, ага, плюс один, мои все здесь, это какой-то другой человек. Я его так типа, чувак, ты не переживай, тебя никто не тронет, добро пожаловать, садись, располагайся, смотри, общайся, все свои. И чувак там чуть такой напишет, привет, типа, мы такие почитаем на ней, типа, там все с ним поздороваются, он такой, понимаешь, что здесь нормально, здесь можно общаться, как бы. Вот. И некоторые ребята есть, которые, знаешь, нас зайдут, такие напишут, а дай админку. А я такой, чувак, ты только зашел, ты подпишись, поставь лайк, сиди, пообщайся, вообще, что-то такое, откуда там, все эти туда-сюда. Это же вот тоже, знаешь, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Это не просто фраза такая, чтобы набить 5 числа. Это, знаешь, такой еще один мостик к тебе. То есть это еще один мост к тебе, понимаешь, да? То есть человек может не подписаться, но в контакт группу перейти, посмотреть твою группу, Да-да. вот, посмотреть твою группу такой и сделать вывод, ага, вообще стоит мне туда возвращаться или нет. Если у тебя там группа такая, ну, он посмотрит, что там у тебя посты. Вот, если ему понравилось, он такой возвращается и говорит, все, здорово, типа, здорово такой, такой, здорово, чеканок, типа, давай, как бы, вообще. Ты такой, ну, здорово, типа, всё. Ну, и начинаешь с ним общаться, как бы. Это тоже.
Почему люди просят мудруку или админку татушник? Потому что люди хотят власть, власть, еще раз, власть денег. И как бы. Потому что они Мы думают, сами что раздаем после общения определенного так вот в тот или иной момент. Так что вы нет, прям. мне вот, допустим, на канале драйвер мне дал канал, ну, типа, вот, да, и админ, типа, ну, ты постоянно у меня на стримах вот, с тобой вместе, вот, что там, мало ли я не замечу, как, бы, да, ну, я понимаю его логику, если он что-то не заметит в чате, да, потому что были такие моменты, ему там напиши, типа, давай там переходи, вот тебе код, вот, и Ну, спамером этим всяким. да, типа спамер, вот, и я возьму этого человека и отстрелю, вот. М, Ваня, вот Джавентис, да, дал мне админку, говорит, потому что, ну, ты, чеканом, говорит, часто заходишь ко мне. Вот. Ты заходишь ко мне часто на стримы, ты у меня присутствуешь на стримы, вот, типа, я никогда никому не дам админку, но пока 100к подписок. Дружище, когда у тебя будет 100к подписок, поверь, ты найдешь человека, которому ты дашь админку. А, Вот. Так, слушай, ты к каналу Михея перешел, давай рассказывай. Да, я сегодня даже кроме геймеров парочку представить хотел. Просто вот показать, потому что мы с этим человеком тоже уже вот, наверное, месяца 2-3 уже общаемся, сейчас точно уже не помню. Вот. Некоторые видосы смотрел, там у него там он покупал стабилизаторы, сейчас он начал ездить, записывать всякие соборы, это церкви там, да, у него он любитель видосов, тоже час 58 минут. Вот последний вот я включил видос, я его записывал, говорю, я сидел при монтаже, я его включил, 43 минуты, вот такой, знаешь, он мне что-то такое напомнил, что-то такое нервоуспокаивающее, как я типа делал на релексе, знаешь, такой музон спокойненький. У Мгм. него 7 октября вышел видос, 1400 просмотров, как тебе? Вообще нормально. А? Вообще нормально, да. Тут Да, я его музыка. включил, вот, знаешь, вот такая музыка здесь идет, да? Джованни, Ваня, спокойной ночи тебе, спасибо тебе огромное. Конечно, Прям за спокойная музыка, он это записывал сам, там где-то он там живет, Ярославль, где-то в той стороне. Мне кажется, Ярославль сам город. да. То есть я думаю, это где-то он в окружности записал на мобильник, вот, со стабилизатором, сделал музыку, ну, да, положил музыку на свой видос, да, то есть это он сам шел, записывал. Блин, я его включил, просто у меня параллельно к монтажу идет, и хватит. Да, вот Как я бы тоже, я кстати, смотрю включил статистику по музыку. этому видосу, и она нормальная, да, то есть. Я что-то убирался, делал что-то домашнее задание, включил музон, ты знаешь, так все легко пошло. До этого прям просто, знаешь, что-то искал какую-то музыку под уборку, думаю, сейчас что-нибудь такое вот драйвовое надо, знаешь, есть Да. такая штука. А тут я просто включил такой, ну, у меня так, знаешь, не то, что я такой осел в кресле, фу, типа, прикольно нашел, вот, ну, вот именно в тот момент мне нужна была, оказывается, вот этот видос, я его нашел, вот, и прям включил, такой, блин, круто, просто круто, и кайфанул. Да. М. Иногда так, знаешь, в перерывы там между чем-то садился, так, знаешь, посмотреть, блин, ну вот она Россиюшка, как бы, да, вот Да, и довольно-таки неплохие кадры. Иногда вот кадр здесь. смотрю, жалко, что там вот некоторые вещи так заброшены. Во, Фантис Ритория. Спасибо, что заходите ко мне, люблю вас. Да блин, заходим, конечно, ну, поскольку времени есть, и, соответственно, у нас подписка есть, у меня приходит все время сообщения, или на телефоне смотрю, или здесь смотрю. Э, То есть Конечно, все мы друг другу рады, ну как по мере возможности этим занимаемся. Вот, короче, сегодня, мне кажется, это вот самый активный человек в чате. да. Вот, я вот сейчас вот. Он причем вообще тоже вот такой вот чувак, как бы я с ним уже созвонился разок, вот, общаюсь как бы с ним, да, но вот сейчас в связи с тем, что очень прям навалилось все, и сразу, и не пойму, за что взяться, и как бы, вот, и я как бы, мне хочется этому человеку помочь, да, в развитии канала, как бы,
Да. Пару дней назад, буквально я канал этот увидел, тоже мы присутствовали, не помню, в Discord там или в Бравхава что-то было. И вот получается, вот там уже пару подписчиков пришло, шапка канала, смотри, он как выглядит, стало совсем по-другому, тут уже машинки есть, там все дела. Вот название видосов у него какое-то с телефона он записывал, видишь, время, число стоит, все. Вот это вот как-то поменять на прикольное что-нибудь. Ну там это будет все видно, это все можно сделать будет, все доработать. Это все. Конечно. Все такие мелочи, как бы, ну, все делается, все настраивает. То, что поначалу доходило, блин, чего, да как, да почему. А потом тоже все это самое. И еще один, пока не забыл. Все вроде бы так, что хотел, так быстренько показать. Один вот я сейчас ищу у себя где-то проскочил, вот что ли. Секундочку, еще один еще надо точно было. Блин, да что ты где? А, вот он. Так, вот тоже человека, кстати, тоже, точнее у нее добавилось тоже пару подписчиков. Вот, сегодня пару дней. И здесь, в принципе, больше проходят игры на консоли. Как бы. Ой, это что, Галюгиш? Да. Это Это не просто Галюгиш. машинки, это супер Лагай, легендарные вообще, тачки, бро. если что. Мага, да, это легендарные тачки, просто ну, под видосом, это видишь, там, как сказать, число стоит, это самое, может там название подписать, что-то придумать такое. То есть в поисковике, это же, кстати, название видео в поисковике, чтобы через него это искалось, через поисковую машину в ютубе, чтобы проще было найти, иначе будет тяжело. Машины, да, у нас такие машины еще есть в приоритете. Как-то я у меня один из видосов есть на канале, где я на автосалон приехал, там такие старые тачки стояли. Зайди посмотрите, что. Старые вещи немецкие, вот эти вот качественные, любят. И до сих пор еще ценят и уважают. Есть ценители, есть определенная ниша своя, и все это развивается, все это ничего не забыто. Вообще, конечно, новые под вопросом. Старый, я сам любитель такой вот этой классики, которая, как я говорю, на это просто неубиваемая классика. И вот, короче, Галя тоже заходил, вот ты вот Спайдермена наиграла несколько дней, и вот смотрел прям с начала до конца, прям сидел там. Вот Спайдермен, как еще когда-то смотрели мы фильм, лайкос не просто поставлю, мне не жалко. Смотрели фильм, и вот, пожалуйста, здесь получается сидит, играет, как бы, ну, соответственно, определенные комментарии и как бы редко скучно. И мне это было как бы в той или иной мере, как бы, особенно вот именно эта игра Спайдермен, потому что когда-то фильмы мне нравились, я смотрел комиксы Спайдермена именно в том плане, то, что это как бы тоже в той или иной мере фильм был. Просто, да, и выглядит так же, как и фильм, графика, все. Если сейчас вот убрать ее здесь как стример, вот это все, как бы, то есть просто ты смотришь фильм, идет фильм Спайдермен, вот так вот. Она еще очень прикольно разбавляет юмором таким. Да, Немножко мне чем она понравилась, картинкой. это импонирую быстренько. Я смотрела Венома второго. Юмор, Ща да, расскажу. следит за Тупая. чатом, она следит хорошо за чатом. Да, Это она один из наименьших, вот Фадей, она, там, да, Опять драка. татушник я смотрел, Уже? да, то, что Да, они да. следят. Некоторым Там? напишешь, спят, зевают, Ара, некоторые ти-ти-ти-ти-ти. игнорируют. Вот я вот сколько ей писал, один раз, мне кажется, просто запустила, потому что там была текучка Да реально, ебать! да. А так, Я не успеваю эти вообще, во, куркушки, блядь, с своими ватрушками на руках. как бы посмотреть. Нет, я тут вообще видел, ну как бы, Вы издеваетесь? девочку, вот, она вроде Пошёл возраста, нахер. но, ну, то есть я лазил по каналам, еще каналы, да, где вот тоже слабая активность, Не мало надо! подписчиков, вот, в прямом эфире сидит человек один, включает, то есть тратит свое время, силы, да, вот, но что-то не получается. А так, и знаешь, как вот как у Винаминыча, да, вот тоже что-то не получается. А я так раз ссылочку, ребята, позовите, понравится. Вот, ну, зайдите, подпишитесь, поддержите человека, ничего сложного же нет. Вот, два клика на кнопку. Вот, и получается так, что
а девочка не могла просто прочитать сообщение. Ты представляешь? Я такой, блин, ну знаешь, как, ну зачем ты вот вроде бы, да, взрослый человек, ну зачем ты вот лезешь, да, на вот в YouTube, если ты в да нет, банально не умеешь читать. Я прям так как-то был в шоке от этого. То есть человек читал по слогам. И я такой, Да. «О, блин, ну как бы ты, ну почитай книгу, посмотри других стримеров, как они это делают, да, они же вот тоже, даже вот посмотри любого миллионника, да, у которого есть чат, у которого вот именно стрим в прямом эфире, он же читает. Ну, ты пойми, что тебе надо тоже хотя бы научиться читать. Такой, знаешь, у меня вроде бы как бы, да, и непонятность, да, с одной стороны, что ты ешь, а с другой стороны, как-то, ну, жалко человека. Я так Да-да. пытался, но посидел, чуть-чуть пообщался, я реально написал там, как дела, как настроение, откуда ты, сколько лет, ну, типа такие вот штуки-дрюки. Но, как бы, блин, ты знаешь, там, я ждал, наверное, минут 20 ждал, когда мне ответили. И ответ был такой, не. Мгм. Ну, Нет, я вот, такой, как бы вот весело смотреть вот именно вот этот вот данный контент, как бы, да. Смотришь, весело озвучивает, смотришь, фильмец, все дела, да, да, только за. Как бы я да, да, несколько раз ей писал, ты мне и познакомил вместе с ней, там, Дискорд, все дела. Я захожу, она такая, о, драйвер, привет, как бы, блин, вот, человек на позитиве, все, общение, у нас как бы, что вот Фадеев писал там все, но там активность чата всегда непонятно от чего она зависит, как-то, почему. Она такая, вот, тоже не понимаю, как это еще иногда работает, потому что у нее, как бы, я посмотрел, подписчиков как таковой, 253 подписчика только, да? да, у нее активный чат, у нее вообще У на нее самом чат деле прям всё, разрытый всё, постоянно, там все время такой, это как так? да, А где подписки такой? Я что-то не понял, да? да, вот, это круто, это на самом деле, знаешь, даже вот мне на самом деле, я вот раньше как бы, да, думал, вот бы сейчас чат живой, вот бы сейчас чат живой, знаешь. А иногда бывает, когда народ вот долго тоже бежит, делаешь, все заходят, и всем интересно, куда попал, где стримы были, там, когда в эту игру будем играть. И я такой сижу, и, знаешь, такой, блин, сейчас чуть-чуть, знаешь, ну, помедленнее, ребята, я не успеваю за вами. Да, 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 Была да. реально такая запара, что молчу. И там мне кто-то писал, ты пропустил мое сообщение, Чеканов, ты не можешь пропускать, ты же Чеканов, ты никогда ничего не пропускаешь. Говорю, ребята, сейчас, погодите, я сейчас найду твое сообщение. Вот читай выше, что-то я читаю, вот еще выше читай. Потом ха-ха-ха, я тебя обманул, я такой сижу, блин, ну ты что, обалдел, я это за пора, он еще меня стебет. Ладно, это круто, это круто. Прям пока. Да, это точно. Скиллуху вкачиваем почти на стримере, и все будет прекрасно. Да, это все для меня, у меня первый раз, ну, вообще тут сидел, меня в пот бросало, я сейчас, блин, сейчас сижу, как будто я 10 лет уже что-то веду спокойно. Хотя Круто, круто, драйв. я первый раз сидел, короче, мне все бежит. Просто я вот сейчас сидеть от себячину, чего-то там пороть, это вообще будет тяжело, потому что, ну, как-то непонятно, ну, с кем так, хотя бы вот у нас такое общение параллельное, общение с чатом, и вот это к тому и приводит, что у нас уже пролетело 3 часа, Ольга. на секундочку, 3 часа, у нас сегодня мы превысили все ожидания, это было тяжело, но пора заканчивать, потому что, поскольку, как сказать, я вроде бы живу не в России, но у нас тоже уже 36 минут первого, и как бы я всех люблю, но Ой-ой-ой. есть еще Ребята, личная жизнь, вот есть я еще вот личная жизнь, иногда надо еще и спать идти, и вот, видишь, какой я сделал иконочки новые, с микрофончиком. где? Иконочку. Ну, Ну вот, где микрофончик, это везде стрим. ребят. Видал И- стрим? Сколько? Да, 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 да. Слушай, прикольно, прикольно разговорные. Да, и вот это, короче, где вот, то есть в будущем, это сейчас вот этот стрим доработаю, завтра, послезавтра, если повезет, то если все будет нормально, там еще и
субтитры появятся, как это в моем духе, и такая же иконочка будет. Да, сейчас. И что мне самого всего больше удивило, сейчас статистику смотрю и обзор на Кавасаки, который 9 месяцев назад описал, 612 просмотров, я в шоке, вот кто-то смотрит даже. Ну, блин, да, значит, ну, нет, на самом деле, тема у тебя вот с мотоциклами, с этим совсем, да. Тебе бы еще, знаешь, как делать? Ну, может быть, даже после стрима поговорим, немножечко там буквально, да. У меня Да. есть пару фишек, вот, но знаешь, что надо сделать? Мне просто... у меня есть идея, но я ее еще как бы не доработал. Знаешь, у меня она в голове как-то есть. Мгм. Вот, но мне надо ее доработать, и я ее потом тебе изложу, в общем, чтобы ты понимал, о чем я говорю. Я сейчас тебе договорю, а потом с тобой немного Это поговорим. мы лучше с тобой завтра поговорим, отдохнем. Да, свежую голову. Да. Так что, короче, все, кто присутствовал здесь, активность в чате вообще всегда будет вам в благодарочку. Просто вот так. Ого. Вот тебе сейчас тихо было слышно, но вот это вот прям о стримерских делах. Души. От Нет, души. дело не в стримерских делах, дело в том, что вы это скоро все увидите. И как я обещал, нарезочка вот с последнего стрима и с вот этого стрима будет отдельные видосы, нарезочка. Уже есть отдельный плейлист, я уже создал. Скоро туда будут прилетать еще видосы. То есть, я думаю, до Нового года, блин, на канале появится, наверное, еще у меня 100 видосов плюс, потому что в таком духе, то есть у меня стрим, видос, короче, нарезка, короче, да, будет масса, то есть постоянно здесь, то есть, соответственно, рекомендации. Такие вот дела. Всем, ребятки, огромнейшее. Так что все, кто Спасибо вам. присутствовали, каким-то образом, способом оказались здесь, вообще непонятным. Всех благодарим. Соответственно, музыку вам приходите еще. Скоро будет интересно. Продолжение следует. Да, продолжение следует. Всем пока-пока. До свидания. Скоро